Что-то там засвистело. Все, начинаем, да? Ирина Владимировна, мы начинаем. Здравствуйте еще раз, уважаемые участники региональной научно-практической конференции с международным участием «Сибирь. Единое фольклорно-литературное полиэтническое пространство», посвященное 85-летию нашего профессора, доктора филологических наук Саяна Жембиевича Балданова. Рады вас видеть на платформе Zoom Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Сегодня в 10 часов у нас состоялось пленарное заседание. Многие участники, которые были заявлены на секционных заседаниях, приняли участие на пленарном заседании. Сегодня начинаем работу секционного заседания номер 1, который называется «Литература народов Сибири. Национальные традиции и современность». Значит, модераторы, первый ведущий модератор у нас доктор филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Ирина Владимировна Булгутова. Ну и второй модератор я, Лариса Самжитовна-Халхарова. Значит, регламент работы нашей секции, доклады. В программе мы записали доклады до 10 минут, но поскольку мы работаем с вами в таких условиях Zoom, может быть, доклады мы будем читать примерно 6-7 минут и найдем время для обсуждения, для вопросов, ну, 3-4 минуты. Следующий момент. Значит, если у вас какие-то проблемы со звуком, с видео, значит, вы можете писать в чате, если какие-то проблемы возникнут. И по списку, значит, программы мы будем каждому предоставлять демонстрацию экрана. То есть демонстрация экрана, она у вас свободная. Если у кого есть презентация, вы сами можете это показать. Пока звуки отключены у всех, видео можете сами регулировать, да? Но желательно, чтобы вы показали свои лица. Ну, давайте начнем. Желаю от имени организаторов нашей конференции всем успешной работы. Думаю, наша секция будет интересна, потому что заявлены более 30 докладов. Сейчас вижу 27 человек сидит, значит, в нашей секции, да. Желаю плодотворной работы всем нам. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Здравствуйте, дорогие участники секции по литературе народов Сибири. Включите звук, Ирина Владимировна. Я включила. У меня включен звук. Вы меня выключили. У меня включен звук на компьютере. У вас нет звука, мы не слышим вас. У меня звук включен. Почему включен звук? Я не слышу. Начните. 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 Я не слышу. Начните, начните. Начните, я выйду, снова зайду. Уважаемые коллеги, вы слышите, да, Ирину Владимировну? Ирину Владимировну не слышно. Ее не слышно вообще. Микрофон тебя выключи. Все, можете начинать. Меня выключили. Ирина Владимировна, можете... Хорошо, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте.
Меня слышно? Да, слышно вас хорошо. Все. Ага, спасибо. Ага, мне организатор выключил звук, я никак не могла говорить. Здравствуйте, дорогие участники нашей секции. Я очень рада вас всех приветствовать на конференции, которую делает Бурятский государственный университет. Саян Джимбиевич Балданов говорил о том, что есть общность, региональная общность литературы Якутии, Тувы, Бурятии. И сегодня у нас представлены широко участники из Якутска, Кызыла, Улан-Удэ. Но кроме этого, мне очень радостно, что у нас более широкая география, и вот эта общность расширяется. У нас участники сегодня из Москвы, Новосибирска, Элисты, Улан-Батора. Я надеюсь, что у нас пройдет работа хорошо. Ну и в обсуждениях давайте не больше 2 вопросов. Слово предоставляется кандидату филологических наук, доценту БГУ Афанасьевой Елизавете Федоровне. Фольклорное начало в литературе эвенков Китая. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня моя тема касается фольклора, литературы эвенков Китая. Хотелось бы несколько слов сказать общие про эвенков Китая в том плане, что эвенки Китая представлены четырьмя группами. Это непосредственно эвенки, салоны, эвенки Тунгусы Яко, которые называются эвенки Хамниганы, и отдельная группа Арачоны. Они не входят и не идентифицируют себя с эвенками, они называют просто себя арачонами. Но у нас в России термин арачоны принято в отношении эвенков, содержащих оленей, оленеводов. Но, тем не менее, язык арачонов Китая, он схож с языком эвенков России. Из этих 4 групп наиболее, вот нам понятно, допустим, мы восточный говор эвенкийского языка, это говор тунгусы или эвенков Яко, чьи предки еще после Октябрьской революции в 30-е годы перешли границы Южной Якутии, Амурской области, и вот оказались на северо-востоке Китая. И надо отметить, что есть еще группы эвенки Хамниганы, у которых мы также были, но нам не удалось собрать некий фольклорный материал в период наших поездок, потому что эти поездки были кратковременные, день, и поэтому такой фольклорный материал не соберешь. Весь фольклорный материал, который мы получили и имеем на сегодня в научном обороте, он у нас от эвенков Яко, те, которые живут в местности Алабуя в Китае. Вторая трудность. Дело в том, что, безусловно, в Китае фольклор эвенков изучается, исследуется. Есть исследователи, немало научных трудов по этому поводу, но дело в том, что они написаны на китайском языке. Значит, мы-то, наша письменность на кириллице, мы, значит, их не можем прочитать. Так же, как и они не знакомы с литературой, с фольклором эвенков России. Вот такая небольшая трудность, которая затрудняет полноценное изучение. Теперь следующее, хотела бы обратить внимание, что тот фольклорный материал, который был собран мной, исследователями Якутии, он в основном у нас издан и напечатан в такой книге, как «Фольклор и литература эвенков Китая». Эта книга у нас издана в издательстве БГУ, и кому-то, если кто-то заинтересован, она поступила у нас в библиотеку. Вот здесь напечатаны фольклорные материалы. Также необходимо отметить, что фольклор, литературу Китая, есть несколько научных трудов исследователей российских. Это исследователи такие, как, допустим,
Войтишек, Бочкарева, которые имеют несколько статей по фольклорным мотивам в творчестве китайской писательницы Чичи Цянь. И есть исследование Аюшеевой, Надежда Глебовна, наверное, прошу извинить меня, она наш сотрудник Восточного института. У нее вот такие несколько книг есть. «Место литературы родных краев творчества современной писательницы Чичи Цянь». Вот эта современная китайская писательница Чичи Цянь, она автор «Правый берег реки Аргунь». Ну, этот роман в 400 с лишним страниц напечатан на китайском языке. У нас перевода этой книги нет. Есть только на просторах интернета напечатаны кое-какие отрывки. И вот мы использовали также в исследовании вот это фольклорный материал, который есть в произведениях китайской писательницы эвенкийского происхождения Чичи Цянь. И вот как раз она именно из той группы, из группы ивенков Яко, те, которые алугуя, те, которые имеют этнические корни какие-то с ивенками Южной Якутии, Амурской области. Вот я порекомендую, конечно, прочитать вот этот роман на китайском языке, но на русском языке вот отрывки можно найти. Вот также вот в этом моем небольшом пособии «Фольклор и литература ивенков Китая». Теперь то, что касается ивенков, фольклора ивенков Китая, мне бы хотелось бы обратить вот на такие мысли. Вот разрешите прочитать быстренько. Я надеюсь, не вышло еще, да, со времени? В мифах ивенков Китая группа ивенков Яко Пуркан, то есть является божеством-творцом. Некоторые части ивенков Забайкальского края, Иркутской, Амурской области называют бога-творца также Пурканом, Бурканом. Ну а ивенки России называют бога-творца Савыки. Если в российских мифах в творении первой кусочки земли по просьбе творца Савыки добывает Гагараукан, то у мифах ивенков Яко, вот этих, которые проживают в Алагуя, там уже присутствует такая птица, как она является хищной, но эта птица имеет, называется священной птицей, это хищный коршун, который вот является помощником Творца. И вот вместе с тем вот краткий анализ мифов ивенков России, ивенков Китая показывает, что сохраняются общие мотивы, характерные для мифов творения ивенков России и Китая. Ну, прежде всего, это мир творцом, Пуркан или Савыки. Дальше, что мотив медведя-разрушителя, который имеет руки и лапы, как у человека. Также мотив маленьких глаз у большого по величине медведя и так далее. Значит, таким образом, что вот эти мифы и так далее, они нашли отражение в произведениях, в романе китайской писательницы Чичи Цянь. Вот, и можно вот проанализировать. И я думаю, большую часть, конечно, можно найти вот в моем пособии. Уважаемые коллеги, вот быстренько, сильно, наверное, кратко, мне хотелось бы сделать такой обзор небольшой по моей теме. Спасибо большое, Елизавета Федоровна. Спасибо большое, Елизавета Федоровна. Есть ли вопросы к Елизавете Федоровне у участников конференции? Ну, вопросов нет. Давайте продолжим нашу работу. Хорошо. Следующий докладчик, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной литературы БГУ имени Доржи-Банзарова Бадуева Гумсумат Дыповна. Ее доклад «Мотив свой-чужой» в прозе Кима Балкова.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, рада всех приветствовать. Благодарю участников за возможность участия в конференции. И, конечно же, Саян Джембиевич, как уже сегодня говорили на пленарном заседании, это ученые, сыгравшие большую роль в развитии нашего бурятского литературоведения. Разрешите начать мое сообщение. Я сегодня хотела бы поговорить о мотиве «Свой-чужой» в прозе одного из лучших русскоязычных писателей Бурятии Кима Николаевича Балкова. В поэтике произведений Кима Николаевича Балкова важную роль играет мотив «Свой-чужой». Прежде всего остановлюсь на том, что в произведениях Кима Балкова как свое родное пространство, тесно связанное с природной средой, предстает Подлиморье. Писатель, который вырос на Байкале, использует топоним, уже звучавший в бурятской литературе. Один из романов Михаила Жикжитова так и называется «Подлиморье». Этим топонимом он обозначает районы, расположенные на Байкале, или же те места, которые находятся около озера. И, может быть, это могут быть такие места, которые связаны с Кругобайкальской железной дорогой. И суровое безмолвное Забайкалье с вековой тайгой испытывает многих героев Балкова. Многократно возникающая в произведениях Балкова оппозиция «свой-чужой», иногда тут вариант бывает «свой-пришлый», подчеркивает влияние социального пространства, связанного с активным освоением Забайкальского края, ну или Забайкалья, наверное, точнее лучше сказать, а шире Сибири во второй половине XX века. Это различные всесоюзные комсомольские стройки, в том числе строительство БАМа. Почему отдельно выделяю строительство БАМа? Потому что Ким Николаевич начинал свой путь как журналист, и первые его командировки, они были связаны как раз с БАМом. И здесь, в этих командировках, писатель находит свою тему, находит своих героев. Балков показывает постепенно нарастающие изменения в структуре населения. Этих персонажей он называет чужаки, пришлые, и здесь вот как раз сибирский вариант, не свой-чужой, да, вернее не чужой, а именно чужак или пришлый. В таких сборниках, как «Звезды Подлиморья», «Куда подевалось небо», это его последние сборники «Серебряная коновязь», в романе «Час смертный», и в его ранних произведениях, в зрелых произведениях. Здесь интересно отметить, что художник слова не одинок. Такого подобного рода персонажи есть в творчестве Распутина, других писателей-сибиряков, например, у Михаила Тарковского, у Романа Сенчина. Распутин называет их пожогщики, разорители в «Прощании с матерой», архаровцы и «Перекати поле» в повести «Пожар». А Михаил Тарковский – это москвич, писатель, который человек, вернее, который сознательно переехал в Красноярск, Сибирь и до сих пор проживает именно там. Он их называет бичи, а у Романа Сенчина это уже, ну, можно сказать, наверное, следующий этап – это заключенные. И он выбирает не нейтральное слово «заключенные», а использует слово «зэки», то есть более разговорный вариант. Изменение социального пространства имело разрушительное воздействие на отношения человека и природы. В повести «Мост», написанной в 1982 году, Балков показывает пока еще первые последствия вторжения цивилизации в жизнь коренных жителей края, которые страдают от слома изменения старых традиций. Так герой этой повести, дед Агван, предсказывает: худо нашему краю будет, живого места тут не сыщешь, все порушит. Одно и останется мост, по которому побегут машины с рудой. А на что туда, пускай и ценное, если от земли духоту войдет, мертвая тишина оцепит долину. Антитеза коренных жителей и пришлых подчеркивает губительность воздействия на природное пространство. И здесь я бы еще хотела провести параллель с Распутиным и с тем же Сенчиным в его повести «Зона затопления». У Распутина противостояние жителей Матеры и пожогщиков более заострено, более трагично. Оно сопровождается скандалами, ссорами коренных жителей и разорителей.
Герои Сенчина, заключенные из колонии поселения, изначально являются маргиналами. Они, в отличие от балковских и распутинских чужих, сразу ведут себя агрессивно и в одном из эпизодов избивают непокорного сына хозяина лесопилки Юрия Маслякова. Ну, подобного рода изображения мы увидим и в одном из последних романов Кима Балкова «Берег времени». Герой Сенчина характеризует их очень емким словом «зверье». Значимая оппозиция «свои-чужие», «свои-пришлые» характеризует отношение к жизни человека, который живет в родном для него пространстве. Чужие – это люди, для которых Сибирь была не своим или чужим, а временным местом пребывания, и мотивами их появления в этих местах были заработок или же романтика. Ну, романтика как раз связанная с комсомольскими стройками или с всесоюзными стройками, если мы говорим о времени СССР. Антитеза коренных жителей и пришлых подчеркивает губительность воздействия на природное пространство, как я уже отметила. И свои – это часто у Балкова любимые герои, герои, которые слиты с окружающей природой, чувствуют свою ответственность за все, что происходит на родной земле. И у него целая плеяда таких героев, например, герой романа «Его родовое имя» Григорий Чудин. И я буду приводить цитату, он говорит: «Я совестливый». Дед Акван, о котором я уже сегодня упомянула, он говорит: «Я тут живу, я тут за все и отвечаю». Такие герои, как Петр Ваганов и его приемный сын Иван Карасулин, герои романа «Рубеж». Один из романов, ранних романов Балкова, называется «Его родовое имя». Причем первоначально этот роман имел другое название, он назывался «Когда начинается утро». Изменение не случайно, если мы вот как раз рассматриваем в связи с мотивом «свой-чужой». Главный герой Григорий Чудин, который считает, что надо жить и работать так, чтобы после тебя становилось на земле не меньше, а больше, это продолжение ранее созданных героев прозы Балкова, таких как Ярас Колонков из повести «Ростань», Степан Осетров «Через пать» и Акинфий из одноименного рассказа. Как я уже говорила, все эти герои любят, ценят красоту природы, любят и ценят свой родной край. Так, например, Ярас Колонков разводит облепиховый сад в тайге под Байкалом, то есть в очень суровых климатических условиях. И эти герои свои, да, как мы рассматриваем в этой оппозиции, они очень часто оказываются в ситуации выбора порой онтологического. Ну, я на этом более подробно не буду говорить. И завершая, приходится немножко сокращаться, значит, это оппозиция или мотив свой-чужой, которая разрабатывается, ну, практически, наверное, во всех произведениях Кима Балкова, позволяет показать усредненную обыденность, которая нивелирует личностное сознание. И вот это изменение социальные, они очень хорошо отражают и изменения онтологические, происходящие с людьми. Так, наверное, на этом закончу. Если у меня время вышло, если нет, то можно было бы еще. Да, регламент, да, 9 минут вы говорили. Спасибо большое, Гульспас Цыдыповна. У меня есть такой вопрос. В начале доклада вы сказали, что Ким Балков бурятский писатель. А в докладе самом рассмотрели в контексте русской литературы. Да? Вот у меня всегда вот такое восприятие Кима Балкова больше как русского писателя. Что вот вам позволяет его видеть в контексте бурятской литературы или вот по проблематике, идейно-художественному решению? Это же очень близко деревенской прозе. Гульсмат Цыдыповна, вы меня слышите? Вопрос. Ну, видимо, Гульсмат Цыдыповна меня не слышит, да? Извините, пожалуйста, я вылетела, сейчас заново вошла. Угу. Можно задать вопрос? Да, конечно. Да, вы сказали, что Ким Балков бурятский писатель в начале, но между тем в докладе рассматривали в контексте русской прозы, да, деревенской прозы. И я, например, Кима Балкова больше как русского писателя воспринимаю, что позволяет вам вот говорить, что это бурятский писатель, да, вот, пожалуйста. Или что можно рассмотреть в контексте бурятской литературы?
Спасибо, Ирина Владимировна, за вопрос. Ну, я уточню, что я сказала русскоязычный писатель Бурятии, и в этом случае я имею в виду все-таки не именно как бурятского писателя, а разделяя, да, что у нас есть национальные писатели, бурятские писатели. И русскоязычный писатель Бурятии, все, да, Ким Балкова, конечно, ну, творчество Кима Николаевича Балкова, прежде всего надо рассматривать в контексте русской литературы. Но я бы не говорила о том, что он именно русский писатель, поскольку материал, который он рассматривает, ну, берет, да, для изучения, для изображения, это все-таки наш местный материал, и есть своя специфика. Даже если мы рассматриваем в контексте русской литературы, все равно есть своя специфика. А если говорить в контексте бурятской литературы, ну, в данный момент я, наверное, бы пока поставила для себя в перспективе, да, рассмотрение такой проблемы. Спасибо большое, Гульсума Цидыповна. Есть еще вопросы? Гульсуме Цидыповне мы договорились задавать участникам, докладчикам по 2 вопроса. Нет? Нет больше желающих. Спасибо, Гульсума Цидыповна. Я хотела спросить, здесь ли наши читинские, значит, коллеги Баранова Олеся Юрьевна, Тарасова Елена Васильевна, потому что я их не вижу, например, вот в числе участников. Может, под какими-то цифрами они? Нет, видимо, их нет, наших гостей из Читы. Слово предоставляется кандидату филологических наук, доценту, заведующему кафедрой русской зарубежной литературы БГУ имени Доржи Банзарова Елене Петровне Березкиной. Исповедальное начало, венке сонетов Андрея Румянцева «Признание». Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня слышно? Да. Ну вот меня, к сожалению, не видно. Я хотела бы включить, но мне здесь пишет, что не может включить видео, поскольку его отключил организатор. Поэтому я, видимо, сегодня не смогу перед вами появиться. Лариса Сужитовна, включите, пожалуйста, видео Елене Петровне. Елена Петровна, у вас видео разрешение есть, вы включите сами. Я вот нажимаю на видеоразрешение, мне пишет, вы не можете включить видео, поскольку его отключил организатор. А у меня написано, что видео включено. Ну вот, видимо, Включилось? Вот видите, Вот. теперь только включилась. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать сегодня на такой очень интересной региональной конференции с международным участием. Я была в первой части, прослушала доклады, потом вынуждена была выйти провести занятия. И вот сейчас я снова вернулась и считаю, что действительно мы сегодня совершенно не зря тратим наш день на вот такое научное событие. Я хочу представить вам доклад, который связан с поэзией «Исповедальное начало. Венке сонетов» Андрея Георгиевича Румянцева «Признание». Начиная с 1970-х годов в литературе Бурятии появилось новое имя – Андрей Румянцев. Были опубликованы сборники стихов этого талантливого поэта, такие как «Горсть отчей земли», «Страда». Позднее вышли «Таежная колыбель», «Признание», «Колодец планеты» и многие другие его произведения. В дальнейшем в Улан-Удэ, в Иркутске, в Москве были изданы разные книги Андрея Румянцева, в том числе поэзия, проза, очерки, эссе, литературно-критические размышления и оценки. Глубина и размах творчества этого автора были несомненны, и подтверждением тому становится исследование многих критиков, литературоведов, писателей. В том числе, безусловно, были отзывы и Саяна Жембеевича Балданова, которому посвящена наша сегодняшняя конференция. Среди вот последних достаточно высоких оценок, которые давались творчеству Румянцева, это были оценки в исследованиях Светланы Степановны и Михеловой, которая тоже уже перед нами выступала вот на пленарном заседании. Во вступительной статье к сборнику «Взывает премия к доброте», который был издан в 2016 году, Светлана Степановна дает ему высокую оценку именно за проникновение к русской тайне, загадке русской души.
Среди тематического диапазона лирики Андрея Румянцева можно обнаружить светлые стихотворения, посвященные прекрасному и вечному чувству любви. Это венок сонетов признания. И тут мы можем говорить об исповедальности творчества поэта, как отмечает Светлана Степановна Михелова, черте, присущей талантам подлинным и ярким. В любовной лирике Андрея Румянцева это особенно привлекает. Ну и вот оттолкнувшись, так скажем, да, от такой точки зрения, мы действительно с этим сборником немного сейчас с вами познакомимся. Открывает венок сонетов Румянцева стихотворение «Пишу я не историю любви». Для русской поэзии случай, в принципе, не Я новый. ничего не могу понять. Звук вроде все включен. Начинать разговор о любви признанием. Это было и у Лермонтова, и у Некрасова в русской поэзии. Но что делает Андрей Румянцев? Мудро, вот как настоящий поэт, он начинает свой роман о любви, продиктованный не страстью и пылкостью чувства, а глубиной духовной слитности двух сердец. Наиболее важными становятся 3-я и 4-я строфы, в которых поэт признается: «Тебя опять любимой назову, с тобою не во сне, а наяву, опять пройду пути земной юдоли, чтобы среди моих негромких строк ты прочитала не пустой упрек, а строки благодарности и боли». Чувства лирического героя были проверены многими годами совместной жизни, перенесенными испытаниями судьбы, боли и страданий, сохраненными годами внутренней теплоты. И во 2-м сонете он говорит о том, что он пишет его через 20 лет после их первых встреч. А далее, вот среди этого венка сонетов хотелось бы обратить внимание на то, что всеобъемлющее начало любви автор сравнивает с такими понятиями, как любовь к женщине, любовь к родине. Она как чувство родины, как братство на всю большую жизнь, она твое бесценное и вечное богатство. То есть от вот такого камерного и узкого представления о любви к женщине, возлюбленный, он обращается к любви к родине. 5-й сонет позволяет читателям окунуться в прошлое, в нем слышится признание в любви, делается объявление о свадьбе, звучит очень важное для самого поэта благословение Байкала. О роли Байкала, как великого праотца, Андрей Румянцев писал и в других своих стихотворениях, например, вот одно из них называется «Байкалу». И поэтому была изображена очень тесная взаимосвязь человека, рожденного и выросшего на берегу этого священного озера моря и высших сакральных сил природы. И вот в этом 5-м сонете он также говорит о том, насколько важно, что все эти решения в его жизни принимаются на берегу Байкала. Любовь способна пронизывать не только земное, но и космическое пространство. Этому посвящен 7-й сонет цикла. Человек, любящий и любимый, не только все может совершить, открыть, везде побывать, но и привязан незримыми нитями к своей любимой женщине. Прочность этой связи не разорвать. Эту связь поэт называет сладостной неволей, которая не тяготит человека и в то же время держит его, не позволяет упасть и разбиться. В 9-м сонете автор вновь указывает на то, что стихи о любви написаны не в первые дни влюбленности, а через 20 лет. И вот этот источник радости и счастья, который он пронес через долгие годы, делает человека способным осчастливить других людей, дарить лучшее всему миру. Любовь становится силой, способной изменить окружающую жизнь, быть ее опорой. Опять в моей руке твоя рука, как 20 лет назад байкальским летом, и жизнь ясна, и ноша мне легка, и нежность к людям в сердце обогретом. 12-й сонет становится неким мостом, соединяющим средневекового итальянского поэта Данте, создавшего неповторимые сонеты о своей возлюбленной Беатриче, и современного поэта Андрея Румянцева. Ощущения любящего человека не изменились за 7 веков, глубина чувства не ослабела, поэтому, обратившись к жанру сонета, автор упоминает своего непревзойденного предшественника. В этом звучит дань уважения и признательности. В 13-м сонете лирический герой обращается еще к одному важному учителю в своей жизни, собственному отцу. Таким образом, ключевыми фигурами, на которые может ориентироваться Андрей Румянцев, кого берет в свои негласные свидетели и судьи, становятся Байкал, Данте и отец.
Они равны по силе своего воздействия на поэта, и его лирический герой способен именно с такой силой любить женщину и весь окружающий мир. 14-й сонет передает просьбу лирического героя, его сокровенное желание. «Я только бы хотел, чтобы до конца, до черного, не тающего снега, была ты рядом светом у лица, необходимее воздуха и хлеба». Поэт пишет о том духовном единстве, которое позволит оставаться любящим людям вместе до конца их жизни, до могилы, которая метафорически названа черным нетающим снегом. Заключительный 15-й сонет «Магистрал» собирает вместе все переживания лирического героя, все переливы его чувств, светлых, вдохновенных, нежных. В нем звучат и восторг, и радость, и ликование, и тревога, и надежда. После исповеди лирический герой ощущает душевное успокоение. Образ любимой женщины, близость к ней продолжает вдохновлять поэта, дает новые творческие возможности. Как исключительный мастер, поэт сумел выдержать все правила написания венка сонетов. Исповедальное начало позволило ощутить искренность лирического героя, сокровенность его признаний, открытость выражения мыслей и чувств. В этот венок сонетов Румянцевым вложена вся его душа, все вдохновение, самые чистые и возвышенные переживания. Нигде, ни в одном из стихотворений он не назвал имени своей жены Галины. Но, естественно, мы можем предполагать, что эти стихи, этот венок был посвящен прежде всего ей и любимой женщине в целом как таковой. Ну и вот, наверное, на этой ноте, да, можно было бы закончить. Вообще исповедальность свойственна очень многим стихотворениям Андрея Григорьевича Румянцева, она пронизывает его творчество. Это такое явление исключительное, но вот автобиографические мотивы действительно являются основополагающими. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готова ответить. Пожалуйста, дорогие участники конференции, есть вопросы Елене Петровне? Вопросов нет. Спасибо большое, Елена Петровна. Спасибо вам. Дорогие участники конференции, в нашей секции принимают участие наши коллеги из Монголии. Они будут зачитывать аннотацию доклада краткую, а Лариса Цумжитовна Халхарова аннотацию будет переводить, так как не все участники владеют монгольским языком. То есть они очень кратко будут зачитывать свой доклад. Выступает Бигарма Ракча, доктор PhD, шутис, Монголия, Улан-Батор. Бигарма Бакша, сайн байна. Өөрийнхөө илтгэл товчхоноор яриад өгөөрэй монголоор. Она где? Была. Мы ее не видим. Была. Ну, во всяком случае, в числе участников она была. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За, багшаа дэлгэц ярьж болох уу? Болно. За. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, юуны өмнө хурал зохион байгуулж байгаа хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье, маш их баярлалаа. Тэгэд ингээд цэнхэр дэлгэцээр энэ олон сайхан эрдэмтдтэй уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За, өнөөдрийн миний хэлцүүлэх сэдэв болохоор Дэн нацаг доржи яруу найрагдах хэл найруулгын онцлогоос гэсэн ийм сэдэв байгаамаа. За, тэгэхээр би илтгэлээ үндсэн 3 төлөвлөгөөний дагуу ярина. Тэгээд эхнийх нь болохоор удирдгал хэсгийг товчхон хэлээд, хоёр дахь хэсэгт нь болохоор Дэн нацаг доржи яруу найрагт онч мэргэн үгийг шинжлэн ашигласан жишээ дээр хэдэн жишээ аваад тайлбарлаж ярина. Ингээд дүгнэлтээ хийх юм аа. За, нэгдүгээр хэсэг удирдгал хэсэг. За, Монголын 20-р зууны 1920-ад оноос хойш уран зохиолыг бид нэр орчин үеийн уран зохиол гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ орчин үеийн уран зохиол бол сонгодог уран зохиолын уламжлал дээр тулгуурласан ардын ам зохиол, бичгийн уран зохиол, ерөнхий хэлбэршилтэй. За, тэгээд хувьсгалт үзэл санааны агуулга бүхий одоо ийм бичгийн уран зохиол болон хөгжиж ирсэн юм аа. Тэгэхээр зэрэг энэ 20-р зууны 20-ад оноос 2000 он хүртэлх энэ хугацаанд уран зохиол шинжлэгдэн өөрчлөгдөж ирсэн. Түүний дотроос ялангуяа яруу найргийн зохиол бол
одоо цаг үеэ түргэн шуурхад тусгадаг ийм одоо онцлог ийм төрөл байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хүртэлх одоо энэ яруу найргийн хөгжилд үндсэндээ 3 хүнийг шинжилт хийсэн гэж манай эрдэмтэн зохиолчид бол хүлээн зөвшөөрдөг. За энэ болохоор 1920-ад оны яруу найрагт их зохиолч Дэн Нацаг Доржийг одоо шинжилт хийсэн гэж үздэг бол 60-ад оны яруу найрагт Дорнин гэж нэрлэгдэг агуу зохиолч Явуу Хулангааг 90-ад оны яруу найрагч одоо Лхагвсрангуйг шинжилт хийсэн хэмээн үздэг юм аа. За тэгэхээр энэ 20-ад оны яруу найрагчдын дундаас одоо Дэн Нацаг Доржгийн яруу найраг юугаараа ялгарч байсан бэ гэхээр ардын аман зохиолын баялаг өв уламжил дээр тулгуурлаад дэлхийн уран зохиолын соёлын үр шимийг одоо нийтдээ хослуулан хэрэглэж байснараа бусад зохиолчдоос ялгарах одоо ийм өвөрмөц онцлогтой яруу найрагч байсан юм аа. Тэгэхээр зэрэг түүний уран зохиолын одоо бас ялгарах гол одоо зүйл нь юу байсан гэхээр тэр тухайн зохиолын хэлийг уран сайхны зорилгод ашиглах одоо тийм онцгой чадвар тэрийгээ одоо бичгийн найруулах эрдмийн хувьд бол онцгой ийм хүн байсан. Тэгэхээр Нацаг Доржийн яруу найргийн шинжилгээг одоо яруу найрагт онц мэргэн үгийг хэрхэн ашиглаж одоо шинжилт хийсэн талаар нь өнөөдөр би тайлбарлах гэж байгаамаа. Тэгэхээр түүний яруу найргийн үг хэллэг нь болохоор найруулга дүрслэлийг уран сайханжуулж дүрийг үгээр зурж амшуулж үгийн хөгжим аялгау зохицол нийцлийг одоо ашигласан. Түүндээ болохоор нийцсэн утга оршоод баатруудаа амьлуулах эрдмээр онцгой ялгардаг одоо ийм хүн байсан. За тэгээ аман зохиолын дүрслэг элементүүдийг төгс ашиглахдаа хэлний яруу хэрэглүүрүүдийг одоо маш их зохистой ашиглаж чаддаг. Үг шаад бадаг давтах ахиулах зэрэгцүүлэх гэх мэтлэнгийн энэ зүйлүүдийг бол одоо өөрийн бичгийн найруулгатай гарамгаа ашиглаж чаддгаараа одоо өвөрмөц онцлогтой ийм яруу найрагч байжээ. За ингээд одоо илтгэлийн 2 дугаар хэсэгт орж ийн. Тэгэхээр миний илтгэлийн үндсэн хэсэг нь болохоор энэ байгаа. Нацаг Доржийн яруу найрагт онц мэрэгэн үгшийг шинжилэн ашигласан жишээ. За тэгэхээр монголчуудын үгийн урлаг бол онц мэрэгэн үгийн сангаар бол одоо баялаг. Тэгвэл ардын ам зохиол, бичгийн уран зохиолд одоо энэ нь болохоор ингээ бүхэл бүтэн санг үүсгэн хөгжиж ирсэн ийм баялаг уламжлалтай. Тэгэхээр Нацаг Доржгийн яруу найргийг болохоор эдгээр энэ ардын ам зохиол байгаа ард түмний хэрэглэж ирсэн онц мэрэгэн үгсүүдийг хэрхэн яаж хэрэгэлсэн байдлаар ингээ ажиглаад 3 үндсэн зүйл хуваасан байгаа юм. Тэгэхээр 1-р хэсэг нь болохоор ардын ам зохиол дахь зүйр зэцүү үгсийг яг тэр хിവэр нь аваад өөрийнхөө зохиол бүтээлд ашигласан. 2 дахь үндсэн онцлог нь болохоор зэрэг тэр зүйр зэцүү үгтэй адил төстэй загвараар өөрийнхөө яруу найрагт санааг илэрхийлсэн, уран бүтээл санааг илэрхийлсэн. 3 дахь онцлог нь болохоор өөрийнхөө уран бүтээл бичигдээд ард олны дунд танил болж амаар болон бичгээр дэлгэрсэн одоо онц мэрэгэн үг болж одоо ард түмний дунд түгэн дэлгэрсэн гэдэг ийм үндсэн 3 хэсэг хуваасан байгаа юм. За одоо ингээд энэ дээр жишээ үзье. Тэгэхээр ардын аман зохиолдох зүйр зэцүү үгсийг тэр хിവэр нь авч өөрийн зохиол бүтээлд хэрэгэлсэн гэж байна. За энд ямар жишээг хэлж болох вэ гэхээр бид нар сайн мэднэ айлгүйгээс хамаргүйгээ зохиол гэдэг. Тэгэхээр энэ зохиолд болохоор 2 зүйлийг харьцуулж гоо зүйн болон ёс суртахууны үнэлэмжийг ашигласнараа одоо уран гаргалгаа хийсэн байдаг. За мөн Бэрлийн явсан замын тэмдэглэл гэдэг зохиол байдаг. Энэ зохиолдоо болохоор дугар хөвгүүн юм үзэж нүд тайлав хэмээн өгүүлсэн байдаг. Гэх мэтлэнгийн жишээг дурдж олно. За 2 дахь хэсэгт нь болохоор ардын аман зохиолдох зүйр зэцүү үгсийн адил төстэй загвараар өөрийн уран бүтээлд санаагаа илэрхийлсэн байдаг. Жишээлбэл одоо түүний алс газар сурахаар явагч гэдэг шүлэгт нь хээрийн галуун нисэн үл хүрэх газраас хүний хөвгүүн тийхүү эрдэнэ үртэлж харина гэж байгаа. За энэ нь болохоор зэрэг тэр 3 зүйлийн үгээр хавсарсан нэр дэвтэмтний хураасан бичиг гэдэгт хээрийн галуун нисэн үл хүрэх газарт хүмүүн нэр ашигын тул чирэгдмүе гэсэн үгийг одоо ингэж бүтээлжээр хувиргаж шинчилсэн байдаг. За 3 дахь гол зүйл нь болохоор ардын аман зохиолдох зүйр зэцэн үгсийн адил төстэй загвараар одоо өөрийн уран бүтээл санааг илэрхийлсэн байдаг. Жишээлбэл соёлыг гайхуу гэдэг өгүүлэлт нь хээрээр гэр хийх, хизээр дэр хийх гэж одоо өгүүлсэн байдаг. Лувсангийн дүрийг тодорхойлохдоо тэгэхээр энэ хээрээр гэр хийх, хизээр дэр хийх нь бол манай Лувсангийн дүрийг тэр соёлыг гайхуу гэдэг өгүүлэлтэд энэний уламжлалыг ашиглахдаа яаж ашигласан гэхээр үхэр тэргээр нөхөр хийж эзгүй талаар гэр болгож гэж одоо нэг өөрийнхөө хувилбарыг үүсгэж бий болгосон байдаг юм аа.
За мөн хөлөө хүрэх газар явж хилээ хүртэл заргалдах гэд манай ард түмний ярианд ардын зөөргөн дээр байдаг. Энэний загварыг болохоор хөл хүрэх газар явж ухаан хүрэх юмыг үзвэл эрдэм соёл гихч их сайхан юм байна гих зэргээр одоо ингээд шинэ бүтц үүсгэсэн байдаг. За энэ нь болохоор нь одоо тэр зарга зайлахын тухайд сарин эрдэм ном сурахын төлөө ухааны туйл хүртэл одоо зүтгэвэл сайн юм а гэсэн шин санааг илэрхийлснээрээ бас өвөрмөц онцлогтой. За 3 дахь гол онцлог нь болохоор зэрэг яг өөрийн уран бүтээлд бичигдээд тэгээд тэр нь болохоор яг ард түмний дунд танил болж амаар болон бичгээр дэлгэрэн онц мэрэгэн үгийн шин чанартай болсон ийм үгсүүд эдэг. Жишээлбэл бид нар мэдэн түүхийн шүлэгтэн эдэг. Одоо Монгол химээх нэгэн нэр ертөнцийн чихнээс дуурсгалтай Монголын тул химээх сэтгэл манай зүрхний холбоотой өсгөөс өрсөн үнсэн гэл марч босгүй соёл өвтлөрших төрлөг нутаг салж босгүй орон гэсэн одоо энэ шүлэг байдаг. За түүний гар ичмлийн сонирхолтой санагдаж магадгүй гэдэг энд ингээ би оруулсан байгаа. За энд болохоор өсгөөс сурсан үнсэн гэл марч босгүй соёл өвтөл орч төрлөг нутаг салж босгүй орон гэдгийг одоо Монгол хүн болгон мэддэг одоо ийм онч мэрэгэн үгийн шинжтэй болсон. За түүнээс гадна түүний энэ одоо энэ уран бүтээлд уран сэтгэмжээр зохиолуудаараа дамжуулан уншигчдын дунд одоо өргөн тархсан амнаас ам бичгээс дамжуулан хэрэгэлсээр ирсэн одоо олон үгсүүд байдаг. Жишээлбэл хээрийн галуун нисэн үл хүрэх газраас хүний хөвгөө эрдэнэ өөртөлж харна гээл байдаг. Мөн за энийг бол түрүүн ярьсан. Агүй юм байна. Тэгэхээр энэ болохоор түүний алс газар сурахаар явагч гэдэг шүлэгтэн байдаг. Зохиолт нь байдаг. Тэгэхээр энэ бидний уламжилж ирсэн 3 зүйлийн үгээр хавсарсан нэр эрдэмтний хураасан бичигт бол хээрийн галуун нисэн үл хүзэх газар хүмүүн нэр ашигын тулд чирэгдмүү хэмээн одоо өгүүлсэн байдаг. Энэ уламжлалыг ингэж шинэчлэн хөгжүүлснээр одоо их аш холбогдолтой. Тэгэхээр энэ нь болохоор тэр хээрийн галуун нисэж хүрэхгүй газраас хүний хүү тэгж эрдэнэ өөрчилж харин болохтой зарим үг үсгийг ингээ зохистой найруулад алс хол газраас альжаалыг өмөртөө эрдэм сурч их нутагтаа одоо ол зомогтой харих санаа болгосон тэр дүрслэлийн шинэ хэлбэр сэтгэл хөдлөл тэмүүллийг нэгтгсэн их зохиолчийн сэтгэлгээний хэм маяг ур чадварын нэг илэрхийлэл юм аа гэж үзэж байгаамаа. За тэгээд тэрчлэн одоо эх орон сэтгэл үндэсний зориг нэвтэрхий шингэж монгол хүний оюун чадал монголчуудын хүчрхэг гэсэн түүхийн санаануудыг одоо хам зохицоор шигтгсэн эрдэм ном соёлын шинжлэлийг залуус хийх тухай гүн утга санааг илэрхийлсэн одоо түүний бас одоо ард түмний дунд онч мэрэгэн үг болсон ийм зохиолууд байдаг. Жишээ дурдах юм бол хөх Монголын ачнаар түмэн түмүрс хөвгүү тохиж цугаар цог зайл төгс гих мэтлэнгээ одоо энэ олон жишээнүүдийг одоо дурдж болно. За энэ мэтлэнгээр одоо Монгол яруу найрагт эртнээс уламжлалтай нийгэм түүхийн ямар ч шалтгаан нөлөөлж чадахгүй хүний туйлын дээд үнэн буюу нийт хүн төрлөختний одоо мөнхийн үнд зүйлс гэж бодох ийм зүйлүүдийг одоо өөрийнхөө уран бүтээлд ингэж шинжилэн тусгаж өгсөн байдаг нь болохоор түүний хэл найруулгын шинжилгээний нэг шинж юм гэж үздэг. За жишээлх юм бол бид нар их хүнийг хайрлах сэтгэлийг илэрхийлсэн шүлгийг нь мэднэ. Энэ бол Монголын үзэсгэлэн сарангой намайг төрүүлсэн ээж, яруу сайхан үгшгэрээ бүм бүүлсэн ээж гэдэг. Үүнийг бол одоо монгол хүн болгон мэдг юм дөрөв мөр сайхан шүлэг байдаг. За ингээд энэ мэгчлэнгээр одоо олон жишээнүүдийг дурдж болно. Тэгэхээр хүний амьдралын жам ёс өөхөх төрөхөөс ертөнцийн эгэл үннийг харуулсан одоо хавар шүлэгтнээдэг мөнх тэнгэрийн дор мянган хавар Монголын сайхан орн жил дэлгэр гих мэтлэнгээр мөн амьд явахын үндэс эрүүлэнх байх нь хүний амьдралын учир гэдгийг харуулсан өргөй бол баян өвчнгүү бол жаргал гих мэтлэнгээр одоо ахиулын маягийг ашиглаж бичсэн шүлэг гих мэтлэнгээ одоо олон жишээнүүдийг дурдж болно. За түүний хавар шүлгийн гар ичмэлэн. За ингээд дүгнэлтэд хэлье. За тэгэхээр ардын аман уран бүтээлээр дамжиж уламжилсан одоо онч үгсийг нацагдоржгоо одоо өөрийн уран бүтээлдээ шинжилэн ашиглаж энэ нь бол уншигчдын дунд ихээхэн алдарсан байна. Энэ зүйлүүдээс үзэх юм бол нэгдүгээр хоёрдугаар нь болохоор тэр аман зохиодын уламжлалыг орчин үеийн бичгийн уран зохиолд шин маягаар боловсруулан дүрслэг хэрэглүүрийн хэмжээнд ашиглах өргөн боломжийг нээсэн нь болохоор түүний урд зүйн том туршлага мөн ур чадвар уран бүтээлийн уламжлал шинжилгээний диалектикийн нэг онцгой үзэгдэл хэмээн үзэж болно.
За 3-дугаарт нь болохоор тэрчлэн бүх насны уншигчдын дунд нийтлэг хэрэглэгдэж нийгмийн дотор канаан болсон шүлэг зохиолынх нь мөр бадаг ардын одоо зүйр үг, цэцэн үг жишээ болж хэвсэн болохоор тэр тухайн зохиолчийн хэл найруулгын хийсэн шинжилгээний одоо нэг өндөр илэрхийлэл болох юм аа. За мөн ардын аман зохиолоор дамжин уламжилсан онц мэргэн үг нь болохоор уншигчдын дунд одоо шинчлэн ашиглагдсан уншигчдын дунд алдарсан байдаг. За энэ нь болохоор тэр аман зохиолын уламжлалыг орчин үеийн бичгийн зохиол шинэ маягаар боловсруулан одоо төрслөх хэрэглүүрийн хэмжээнд ашиглах өргөн боломжийг нээсэн байгаа юм. Тэгэхээр түүний энэ хэл найруулгын онцлогийн одоо онц үгийг уран бүтээлдээ ашигласан гол онцлог нь болохоор үүнд орших юм аа. За ингээд анхааралтай сонсонд баярлалаа. Асуух зүйл байвал асууж болно. Лариса Тумжитовна, переведите, пожалуйста, кратко содержание доклада. Включите, пожалуйста, микрофон, вас не слышно, Лариса Тумжитовна. Микрофон. Лариса Тумжитовна, вас не слышно, у вас выключен микрофон. Бигырма обратила внимание в своем докладе на творчество выдающегося монгольского поэта начала 20 века Дашидоржа Нацагдоржа. В первую очередь она отмечает, что в поэзии 1920-х годов творчество Нацагдоржа занимает особое место, поскольку поэт использовал в своих произведениях традиции устного поэтического творчества в первую очередь. И поскольку он имел европейское образование, прекрасно знал мировую литературу, традиции мировой литературы также повлияли на его особый стиль, на его поэзию. Значит, в монгольской поэзии Нацагдорж был действительно выдающимся лириком прежде всего. Выявляется очень сильное лирическое начало в его поэзии. Кроме этого, уже было отмечено, что вот богатство устного народного творчества, особенно изобразительно-выразительные средства, значит, образы и мотивы фольклора, устного народного творчества, они были использованы в его поэзии и прозе. Далее, значит, было сказано, что поэтика фольклора сама по себе, она также оказала влияние на всю монгольскую литературу начала 20 века. Значит, докладчик приводил примеры использования афоризмов и создание поэтом, значит, поэтических миниатюр, которые напоминают структуру произведения устного народного творчества. Далее, значит, основные мотивы творчества, значит, Нацагдоржа, это прежде всего, вот тематика его творчества, это тема Родины, значит, национальная картина мира, философские вопросы и многое другое. И вот примеры приводит, значит, его стихотворения, которые были написаны на вертикальном монгольском письме, и делает определенные выводы. Значит, на основе традиции устного народного творчества, значит, создавались произведения Нацагдоржа, и в целом творчество Нацагдоржа оказало влияние на развитие монгольской литературы 20 века. Спасибо. Бигырма бакша машхан хралтайга таны илтгэл бит чагна баярла сэнда. Баярлалаа багшаа. Спасибо большое. Бигырма нэне орихо презентейшн хаах хэрэгтэй байна. За. За, баярлалаа. И Владимировна, удачи. Следующий у нас кто? Вопросы? Заявлено в секции 31 доклад заявлен. И даже если мы будем по 10 минут выступать, 20 человек, на это уйдет 3 с лишним часа. Поэтому я прошу выдерживать регламент и предлагаю вот тут в углу чата писать инициалы и начало доклада. Да, вот. И первое, сейчас идет мой доклад, я постараюсь это выдержать.
регламент, да, то есть начало доклада. Хорошо? Шаманский сюжет в романе Алексея Гатапова «Темуджин». Образ Чингисхана не раз воссоздавался в художественной литературе. Для бурятского писателя Алексея Гатапова обращение к этой теме имеет особое значение, так как предки Чингисхана по материнской линии Нарасаныр, праматерь Алунгоа, относились к племенам, образовавшим впоследствии народ под этнонимом буряты. Роман Гатапова «Темуджин» посвящен детским и юношеским годам Чингисхана, его становлению. На сегодняшний день издано 4 тома. 5-й том по замыслу автора должен завершить эту тему. К жизни Чингисхана обращался писатель раньше в рассказе «Первый нукер Чингисхана». С опорой на концепцию сокровенного сказания монголов, по которой Чингисхан – сын вечного синего неба, автор утверждает исключительность личности Темуджина и идею предопределенности его судьбы. И вот если Исай Калашников в своем романе не берет эпизоды сокровенного сказания, когда герой рождается с сгустком крови в руке, то в романе Гатапова этот эпизод становится начальным звеном. И сразу же описывается шаманский обряд. Со всего племени съехались шаманы и белые, и черные. Днем белые шаманы молились западным богам, ночью черные призывали восточных. То есть вот сама модель верований и ритуалов, она вот Гатаповым, она очень древняя, изображена еще в бурятском героическом эпосе ГСР. В нем, как известно, предстает дуальная картина мира, 55 светлых западных тендриев противопоставлено 44 черным восточным. В примечаниях к роману автор отмечает, что монгольский шаманизм имеет очень древнее происхождение, а то, что самые старшие из небожителей относятся к женскому роду, говорит о том, что пантеон начал складываться еще в эпоху матриархата. На наш взгляд, значит, шаманский сюжет – это один из аспектов структуры произведения, он является сквозным, подобно подводному течению, периодически включается в ткань повествования. Значит, описывается шаманская родословная героя. Да? Значит, как известно, в мифологии бурятского шаманизма исключительная роль придается наследственности. И вот в романе отражается древнейший кузнечный культ, культ Дарханов. В романе Темуджин мыслится носителем сверхкачеств, обусловленных генетически. Он потомок Дарханов. Это способность влиять на реальность на бессознательном уровне. Особая власть, которая в начале повествования называется колдовством, когда герой силой мысли добивается исполнения своих желаний. Значит, ну, так, например, старейшина рода говорит, что Темуджину, что он должен был стать шаманом, но для него значит, предназначен другой удел – стать воителем. И, значит, способность Темуджина, значит, особые его способности показаны в его снах, например. Вот идея избранности героя реализуется в изображении ритуалов и обрядов, да, когда он получает знаки для благоприятного развития событий. Очень интересен в этом романе мотив внутреннего зрения героя, который, вот, сосредоточившись где-то в глубине себя, чувствует вот эти подсказки, видит, да, вот такая семиотическая особая система. Это же особое внутреннее око замечают и другие люди. И вот в этом романе очень интересно развивается такое представление, мне кажется, очень современное, да, об энергоинформационной природе слова. Вот психологи употребляют такой термин, вот, о том уровне мысли, который называется телепатическим. Так, например, в переломный момент жизни, бегство из плена, Темуджин отчаянно шепчет про себя, посылая тугие, твердые комки своих мыслей. Вот такой образ появляется у автора. То есть вот такое представление о материальности мысли. Да? И, например, Темуджин, когда возвращает улу своего отца, он слышит голос своего уже ушедшего отца. Шаманский сюжет в этом романе связан также с изображением вот, многочисленных ритуалов, которые, в общем-то, очень естественно входят в описание будничной повседневной жизни героев. Да? Вот, и вот там, и как раз я говорила, что изображаются обряды как черных шаманов, так и белых шаманов, как восточным божествам, так и западным. Ну, вот такая функция ритуала здесь, она прослеживается достаточно широко. И
есть образ шамана Кокычу, и тоже в связи с ним мы видим мотивы сверхчеловеческих возможностей. Так Кокычу может воздействовать на грозу, дождь. Он может делать обряд таким образом, что его заклинание доходит до адресата. Таргутай проснулся в ужасе от страшного сна и сразу почувствовал боль на обоих локтях рук и на животе. Или же в 4-й книге романа, где изображается масштабная облавная охота Зветынгова, там показан мотив оборотничества. Ну, вот так намеками, значит, говорится о способности Кокычу к физическому перевоплощению, то есть там следы волка видны дальше. То есть символические образы традиционной культуры бурят позволяют автору обосновать свою концепцию истории и исключительной роли личности в ней. Изображение обрядов, ритуалов шаманизма помогают автору показать глубины народной жизни, особенности мировоззрения, миропонимания. Шаманский сюжет становится составной частью создаваемой писателем картины исторических событий. Спасибо большое. Вот 15:01. Я уложилась в 6 минут. Есть ли ко мне вопросы? Вопросов нет, да? Вопросов нет. Следующий наш докладчик Гаврильева Надежда Гариевна, кандидат филологических наук, докторант Института мировой литературы имени Горького, Москва. Ее доклад называется «Разум и воображение в пространстве перевода поэтического текста на примере якутской поэзии 21 века». Пожалуйста, Надежда Гариевна. Добрый день, коллеги. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Да, у меня... Я очень рада приглашению от Ирины Владимировны и хотела бы поблагодарить ее. А также, у меня получается доклад не совсем литературоведческий чисто, он посвящен переводу поэзии. Дело в том, что в Якутии сейчас сложилось очень интересное литературное пространство, когда и поэты молодые, которые пишут на родном языке, их достаточно много, а вот читающей аудитории на родном языке очень мало. Поэтому у нас очень востребована именно переводческая деятельность. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем в Якутии появилось больше, конечно, молодых переводчиков. Сейчас этим занимаются профессиональные якутские переводчики, такие как Аита Шапошникова, Альбина Борисова, и отдельные представители от народа, это не профессиональные, но любители-переводчики, которые хорошо владеют родным языком. К ним можно отнести учителей родного языка и литературы. Так вот, мой доклад называется «Разум и воображение в пространстве перевода поэтического текста на примере якутской поэзии 21 века». Если коротко характеризовать поэзию якутской литературы современную, то сейчас молодые авторы опять-таки тяготеют к традиционным фольклорным формам. Если, например, в начале 20 века якутская литература благодаря Платону Аюнскому все-таки стала по большой части силлабическим, преобладало в якутской поэзии силлабическое стихосложение, то сейчас молодые авторы, опять же, возвращаются к аллитерационному стиху, фольклорному, что отражается и в плане ритмики, метрики и строфической организации. Поэтому переводить этих авторов на русский язык очень сложно. Я опять же повторю, что нынешняя читающая публика, она плохо владеет языком и воспринимает текст, написанный на якутском языке, тем более аллитерационной поэзии, когда четкого строфического деления нету, стихотворение написано верлибром, с начальной аллитерацией и так далее. Поэтому вот я на примере, свой доклад я пространнее представлю в своей статье,
И там я делаю анализы на примере творчества якутского поэта Гаврила Андросова. В этом году вышел сборник его стихотворений «Исповедь степного генерала», где молодой автор пытается через призму нынешней современности определить место поэта и своего поэтического «я». Данный сборник уникален для якутской публики тем, что оно имеет переводы, то есть это двуязычное издание, причем переводчиками выступили разные и переводчики, и поэты, и среди них есть и профессионалы, и любители, около 13, где-то 13 переводчиков, по-моему, среди них владеющих оригиналом только двое, это Альбина Андриановна Борисова, профессиональный переводчик знаменитый, да, вы многие знают его, наверное, литераторы, и переводчик-любитель, учитель математики, как ни странно, который вот из якутской деревни Владимир Андросов. Да. Из русскоязычных переводчиков хотелось бы выделить Юрия Щербакова, но это известный поэт-писатель русский, и молодого такого амбициозного тоже поэта, который начал заниматься переводами, Алексея Соломатина. Так вот, если вкратце охарактеризовать их работы, то я почему назвала статью «Разум и воображение». Когда мы воспринимаем поэтический текст, то, например, вот, ну, как человек с переводческим образованием, хочется мне сказать, что разум, оно более свойственно профессиональным переводчикам, поскольку там имеет место быть каким-то логическим способностям и творческому мышлению. Профессиональные переводчики воспринимают текст семантично, да, то есть вот и определенные слова, шаблоны у нас, например, имеются какие-то фразы, которые мы можем действительно применить при работе. Что касается чисто поэтов, людей пишущих, то у них преобладает какое-то вот мысленное представление, способности воображать и думать образами. Поэтому вот я в своем докладе рассматриваю эту проблему с позиции герменевтической модели перевода, и, конечно, там основной категорией является категория понимания, чтобы правильно, вернее, понимать авторскую концепцию, верно интерпретировать, естественно, нужно единство разума и воображения, то есть это, что отражается в единстве формы и содержания. И вот интересная ситуация, когда происходит, вот когда рассматривала русских переводчиков, конечно, у них очень много инверсий в тексте, да, их переводы изобилуют разными переводческими трансформациями. Это импликация, экспликация, дословный перевод, транскрипция и... Например, вот Урюн-Аилар, это вот божества, светлые божества у якутов, у них переводится часто как божества трех миров, да, то есть метод экспликации мы видим. Или очень часто передают описательным переводом. А что касается носителей, вот Альбины Андриановны и Владимира Андросова, то, конечно, в их текстах больше встречается такое вот полноценное идейно-художественное восприятие идет, содержание оригинала, но тем не менее, поскольку Владимир Андросов, он человек, который не имеет переводческого образования, но от природы очень хорошо владеет родным языком, в его тексте, как ни странно, очень полноценно воссоздается вот именно как передача звукописи текста автора, так и идейного содержания. И мне было очень интересно наблюдать за этим, поскольку
он не хуже передает, чем профессиональный переводчик Альбина Андреяновна, например. Поэтому вот, но подытоживая свой доклад, мне хочется сказать, что переводческая деятельность, несмотря на то, что она уже была начата в начале 20 века такими деятелями и известными поэтами, писателями, как Платон Аюнский, потом была продолжена в 70-х годах Семеном Даниловым, да, вот, кстати, Альбина Андреяновна именно является вот ученицей Семена Данилова, в каком-то плане можем сказать, когда именно Семен Данилов отправил 13 студентов обучаться литературному институту имени Горького в Москву. И вот среди этих 13 у нас появились профессиональные переводчики. То сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы переводческая деятельность, она была очень, дальше развивалась, и чтобы и поэты, которые пишут на родном языке, они издавали двуязычные сборники. Мне кажется, вот именно в этом плане мы видим как бы будущее якутской литературы именно. Я думаю, это проблема у многих национальных литератур, вот проблема двуязычия, билингвизма. И да, вот. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Гариевна. Можно задать вам такой практический вопрос, потому что проблемы одни и те же в национальных литературах. О чем мы очень сильно сожалеем, это о том, что советская школа перевода, ее традиции, к сожалению, вот в это время прервались, и у нас многие бурятские поэты сегодня вынуждены заниматься автопереводами. Ну и понятно, что когда человек сам себя переводит, он все-таки в рамках родного языка мыслит, и для русского читателя переводы не представляют какого-то эстетического явления, что ли, да, вот получается. А как в Якутии организована работа? То есть у нас на сегодня некому платить профессиональным русским поэтам. Ну, есть вот поэт Белинг, Баир Дугаров, его замечательные переводы, но вот на регулярной основе, чтобы вот современных переводили, такого нет. Вы знаете, спасибо за вопрос, очень интересный. Дело в том, что это у нас тоже большая проблема, так как, знаете, несмотря на то, что в 2000 году открыли при Якутском государственном университете кафедру русско-якутского перевода, я вот являюсь, например, выпускником этой кафедры, вы знаете, тогда у нас заведующей кафедрой была Тамара Ивановна Петрова, вот она очень усиленно проводила переводческую деятельность и практику, главное практику будущих переводчиков, она прямо ходила по организациям, в верховные суды, конституционные вот суды, Ильтумен парламент якутский, да, где вот востребованы издательства разные, газет, журналов и так далее, и предлагала вот возьмите на практику наших студентов, у них должна быть практика, потому что мы даем теорию, это одно, а когда у ребят нету практики, как говорится, нашей деятельности и нет выхлопа никакого. И вот мне очень повезло, что в наше время, вот где-то лет 10 до 2010 года была очень сильная практика. Сейчас выпускники данной кафедры, они работают в судебных организациях уже штатными переводчиками, в якутском парламенте Илтумене, там целый отдел имеется, да, но что касается художественного перевода, там, к сожалению, у нас молодых переводчиков нет. Опять-таки, в Якутии очень сильная русскоязычная среда в городе, да, то есть просто нет среды, где бы можно было вот это реализовать. Когда все население говорит на русском языке, и востребованность национальных каких-то переводов очень маленькая доля. А что касается переводов на русский язык, многие поэты Якутии, они вот те же самые молодые, поскольку, мне объяснили так, чтобы стать членом Союза писателей России, необходимо, чтобы переводы были выполнены московскими писателями. Поэтому, соответственно, они вынуждены обратиться к москвичам, они делают подстрочник самостоятельно, конечно, но тем не менее, поскольку эти писатели, люди, не владеющие языком, у них
в большинстве получается только чисто смысловая передача оригинала. Да, поэтому до сих пор в Якутии, если в плане вот именно литературы взять, абсолютно нету современных, молодых, хороших переводчиков. Это наши основные переводчики на сегодня, профессионалы, Аита Ефимовна Шапошникова и Альбина Андриановна Борисова. Это вот ученицы 70-х годов, вот это именно Семена Данилова, да, представители советской переводческой школы. А современных, к сожалению, нету. Да. Спасибо большое, спасибо большое. Да, нам очень интересно, потому что сравнить даже, потому что у нас, например, не то, что мечтать о кафедре перевода, да, у нас даже кафедры бурятской литературы нет, да, вот в связи с этой автоматизацией. Вот, ну, видимо, везде по-разному, да, зависит от понимания. Да. Есть еще вопросы к Надежде Гариевне у участников? Спасибо большое. Спасибо вам. Следующий докладчик Дамдинова Светлана Ринчиновна, учитель русского языка и литературы города Салихарда. Тема ее доклада звучит так: поэтика повести Анны Ниркаги «Белый ягель». Я в чате пишу начало доклада, время. Прошу докладчиков следить за этим. Так, Светлана Ринчиновна, вы здесь? Я видела просто в списке Дамдинова Светлана Ринчиновна. Здравствуйте. Угу. Пожалуйста, говорите. Светлана Ринчиновна, включите, пожалуйста, камеру. Камеру и звук включите, пожалуйста. Там. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас не мы вас видим. слышим, но не видим. Светлана Ринчиновна, вы меня не слышите? Светлана Ринчиновна, мы вас слышим, но мы вас не видим, к сожалению. Она появилась, Дамдинова, да. Вот она. Вы меня слышите? Да, Слышим да. прекрасно, только не видим. Включите, Видим. пожалуйста, камеру. Видим, вот она. Дело в том, что я работаю на двух устройствах, на компьютере и на телефоне. На одном устройстве есть видео, вас. на втором устройстве есть звук. Светлана Ринчиновна, мы вас теперь видим прекрасно. Только голову. И слышите? И слышим, да. Можете начать. Хорошо, спасибо большое. Я очень приветствую всех участников конференции. Большое спасибо за приглашение. Лариса Цимжитовна, мой преподаватель, и Саян Жимбиевич, мой преподаватель в институте. Конечно же, я не могла пройти мимо этой большого мероприятия. В данный момент я сейчас нахожусь в Ямало-Ненецком автономном округе, и вот те основы, которые заложил, что ли, Саян Жимбиевич, конечно же, я не могла мимо пройти литературы национальной ненецкой, и решила вот сделать такую пробу пера, первое свое такое работу, скажем так. Творчество ненецкой писательницы Анны Павловны Неркаги. Анна Павловна Неркаги родилась, так видно, да, родилась в 1952 году в горах Полярного Урала у подножия хребта Сайрей в семье немца-оленевода. Училась в индустриальном институте, закончила его, и первым произведением Анны Павловны Неркаги стала повесть «Аника из рода Нога». Это 1975 год. Следующим значительным произведением стала повесть «Элир». И с большим перерывом появился роман «Молчащие». 1995 год. Несмотря на то, что Анна Неркаги этническая ненка, она пишет исключительно на русском языке. Вот, скажите, пожалуйста, видно мою презентацию? Когда я посмотрю, на меня что-то уже отправляла, что-то ничего не отправляла.
Ай, не знаю. И несмотря на то, что она этническая ненка, пишет исключительно на русском языке, и она говорит, что ее книги предназначены христианину, и неважно, кто он по национальности. В данное время писательница проживает в фактории Лоборовая в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на ее попечении находится целый комплекс, который включает в себя фермерское хозяйство, школу-интернат для сирот и православный храм в честь архистратига Михаила. Каждое лето на территории фермерства проходит окружной детский православный палаточный лагерь. А называется все это «Земля надежды». Именно здесь нашли свой приют ненецкие дети, а Анна Павловна стала для них настоящей мамой. Начиная с самого первого произведения «Аника из рода Нога», Неркаги поднимает проблему ненцев, проблему исчезновения языка. Проблему исчезновения языка, традиций, идет ассимиляция ее маленького народа с большим миром. В национальный мир тундры проникает мир цивилизации. Как сказала большая поклонница Анны Неркаги Наталья Цимбалистенко, возник вопрос экзистенциональной проблемы выживания малых народов. И это бедственное положение хантов и ненцев началось с интенсивным развитием экономики, с освоением севера в 70-х годах. Анна Павловна пишет: «Пока земля жива и цветет, даже женщину можно считать чистой или человеком». То есть Анна Павловна возлагает ответственность именно на женщину, что именно женщина станет началом возрождения ее народа. Именно женщина сможет сохранить огонь в чуме. Именно женщина сможет дать жизнь ненцам. И не зря мать главного героя в повести «Белый ягель» сама привозит женщину, жену, своему сыну против его воли. Она понимает, что девушка, которую он ждет, она не приедет, потому что такие, которые уезжают в город, в большой город, они не возвращаются. А ненцы должны продолжать свой род. Все произведения Анны Неркаги глубоко философские. Они заставляют задуматься не только о судьбе маленького народа, но и о человечестве в целом. Творчество Неркаги изучено и продолжает изучаться литературоведами Рогачевым, Лагуновой. Наталья Васильевна Цимбалистенко, доктор филологических наук, изучила, можно сказать, практически полностью изучила творчество Анны Павловны Неркаги и дает оценку, определяет значение и место ненецкой литературы в литературе народов Российской Федерации. Повесть «Белый ягель» написана на русском языке и сочетает принципы русской и западных литератур. Здесь мы можем проследить мотивы животных, мотив огня, мотив дороги. И в произведениях Анны Неркаги вплетена мифология. Мифология – это нескончаемый источник мотивов и образов. Через мифы автор передает свой замысел. Это сосуществование человека и природы. Жизнь ненца – это вечная дорога. Это дорога на охоту, дорога на новое стойбище, дорога в ближний поселок за хлебом. И каждый, идущий по дороге, должен стремиться не растерять эти общечеловеческие ценности, которые будут важны ему в большой дороге, в дальнейшей дороге. Нужно еще и взять то, что ты брал в долг. Старый Вану вспоминает, как его провожали родители за хлебом. «Встанешь на дорогу, по ней иди», наставлял отец. И это наставление к этому наставлению можно привести параллель с наставлением отца Гринева сыну своему Петруши: «Береги честь молоду».
Одним из лирических моментов повести является разговор матери главного героя с огнем. Очень проникновенно звучат слова матери. Она обращается к огню, чтобы он ее берег, чтобы мог, если он приступит законы рода, то чтобы огонь его наказал. И подводя итоги, хотелось бы сказать, что ученые Тюменского государственного университета не раз уже выдвигали ненецкую писательницу Анну Неркаги на соискание Нобелевской премии по литературе. Для многих читателей она стала проводником в мир и культуру ненецкого народа. И на данный момент произведения Анны Павловны Неркаги переведены на множество иностранных языков, такие как английский, испанский. Также на данный момент переводятся на итальянский и китайский языки. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Ренчиновна, за интересный доклад. Да, есть фильм «Белый ягель», в котором играет главную роль наша бурятская актриса Должин Тангатова. Да, сильные впечатления производит. Да. И вот Неркаги, оказывается, ударение надо на первый слог ставить. Спасибо большое. Есть вопросы? Так, вопросов нет. Наш следующий докладчик, кандидат филологических наук, доцент БГУ имени Доржи Банзарова, Дончинова Мария Даниловна. Ее доклад «Архитектоника художественного мира» в рассказах Барадия Мунгонова «Зов предков и звуки ведущего» и Доржи Эрденеева «Тонта». Пожалуйста, Мария Даниловна. Добрый день, начинающийся вечер. Меня слышно? Слышно, но не видно. У меня, да, будет не видно, у меня, к сожалению, нет камеры. Поэтому... Ну, хорошо, мы послушаем вас. Регламент, пожалуйста, я напишу в чате. Хорошо. Да, хорошо. Большое спасибо за приглашение. Очень рада всех видеть, слышать. Саян Жемевича всегда держу в сердце, светлой им памяти, потому что это мой первый официальный оппонент. Очень много. Итак, рассказы Барадия Мунгонова «Зов предков, звуки грядущего» и Доржи Эрденеева «Тонта» были рассмотрены нами в художественной архитектонике через призму соотношения категорий пространства и времени. И в результате анализа мы пришли к следующим итогам. Во-первых, в рассказе Барадия Мунгонова превалирует категория времени. Она воплощается в образе ночи, прежде всего. Сначала это буранная ночь, которая зовется сюжетной линией, затем ночь в тайге, в которой зовется очень многое между героями, и особенно главные герои. И между этими эпизодами прежде всего необходимо обратить внимание на временные отрезки, как день, вечер, которые приоткрывают новые художественные грани в моделированности мира. Образ ночей фокусирует понятие дискретности и бесконечности категории времени на примере жизни главного героя старого Цидыпа. И в этом отношении не случайно в рассказе большое значение приобретает описание первой буранной ночи, которая коротка по своей длительности в рамках жизни одного человека и в то же время бесконечное в воспоминаниях старого Цидыпа по прожитым. Дискретность времени проявляется в думах главного героя о скором конце своей жизни. Время буранной ночи по сравнению с длительностью жизни главного героя, которому идет 88 год, статичное. Оно кажется остановившимся. При этом категория времени имеет свойство вбирать в себя образ пространства в рассказе. В свою очередь, в этом оно раскрывается в воспоминаниях героя. Когда он был молодым, многие сами носили по земле, потом стал мужчиной, охотником, вдоль и поперек исходил дебри хилосских притоков. Сколько он то износил, без счету, ночевал под открытым небом или в легком шалаше. Категория времени здесь сквозь черту субстанциональности проступает функции цикличности. И местность Хонколгул – родовое место главного героя, куда он прибывает в эту буранную ночь. Соединяется в памяти героя здесь разные временные периоды жизни. И характеристика такой картины мира может быть передана через термин «континуум», в котором проступает слиянность времени и пространства, пластичных по форме. Категория пространства уступает значению времени в рассказе, аккумулируется в сюжетной канве, в отдельных художественных деталях, значимых для главного героя. Это прежде всего родовая падь, Хонконгул, место родового очага, старая сосна.
Остающийся в реальной действительности след от родного дома напоминает героям о далеком прошлом, старику его молодость, его сыну детские воспоминания, внуку открывает неизвестные страницы жизни отца и деда. Так писатель гармонично представляет бесконечность времени и пространства, передающийся через жизнь одного человека, продолжающуюся в его сыне и внуке. Образ сосны, напротив, несет признаки дискретности по отношению к жизни героя. Подойдя к ней, старик отмечает прежнюю ее силу, мощь в сравнении с собой, гладит ее, говорит: живешь, родная, долго живешь, не стареешь, разговаривает с ней, а сам о себе говорит: отсыдыбка уж отходил свое. Писатель в данном эпизоде художественно раскрывает функцию пластичности пространства, в котором и открывается, и растворяется в течение разных временных периодов. Это передается также в эпизоде, когда над героем пролетает стая уток. Старый цидыб приходит к выводу, что пришло его время, и он понимает, что утки так низко пролетели над ним, что он уже для них совершенно незаметен. И он прежде всего не охотник, а часть тайги, часть земли, один из немногих неподвижных бугорков. В этом случае необходимо вести речь о целостности пространства временного континуума. Так предстает образ единого мира, в котором сочетается как приходящее дискретное, так и непрерывное бесконечное течение времени, локальное пространство и его безграничная открытость. В идейной основе рассказа такая взаимосвязь пространства времени ведет к признанию гармоничности мира, бесконечности человеческой цепи. Авторскому замыслу в этом плане необходима была доминированность именно времени над пространством. В рассказе же Доржи Данеева Тонта, наоборот, превалирует категория пространства. Сюжет рассказа, идейная основа, характеристика героев, природа конфликта связана с параметрами данного пространства. И она связывается прежде всего с Тонта. Именно здесь возникает и конфликт, и раскрытие образов героев. Пространство Тонта под названием Удаганта в рассказе при этом распадается на ряд локальных мест, и каждый из них значим для каждого героя. Это прежде всего место Тонта со следами стоявших некогда домов, юрт. Это утуги, бурятская усадьба Табуса, там, допустим, летние стоянки и так далее. Оттого пространство Тонта становится центром разрешения сложных, противоречивых отношений героев. И это прежде всего сказывается в образе старого Айши, деда Тайбана. И в этом отношении не случайно оба писателя прежде всего представляют читателю образ зрелого человека, уже пожившего, уже считающегося определенный, можно сказать, обратный отсчет времени. И в этом отношении у Доржи Данеева не случайность в приоритете именно категории пространства, потому что здесь вот старый Айша, уходя, он, конечно же, оглядывая старую усадьбу, прежде всего, также вспоминает свою молодость, свою жизнь, и в этом он прежде всего испытывает боль, печаль, сострадание к родной земле, но в этом также наблюдается и метаморфоза с героями. Она происходит прежде всего во внуке Тайбана, молодом герое, который прежде всего прибыл сюда для того, чтобы распахать этот Тонта, что является совершенно неслыханным, кощунственным делом, да, даже святотатством. Однако, прибыв сюда, старый Айша совершенно преображается, потому что он видит, что прежде всего то место, в котором когда-то было для них святым, оно станет новым местом, на котором взойдут ростки другой жизни, совершенно новой. И отсюда он уезжает, хотя он хранит, герой старый Айша, жалость, печаль по родному месту, но уезжает отсюда уже успокоенно, внутренне помолодевшим. Тогда как, наоборот, для его внука, молодого Тайбана, это пространство становится своего рода таким вот духовным испытанием, которое он не проходит. И в этом отношении, конечно же, здесь писатель не случайно противопоставляет два таких возраста. Прежде всего, конечно же, это жизнь уходящего человека и жизнь все еще молодого человека, в котором будущее простирается, казалось бы, далеко. И вот эта вот метаморфоза, она как раз говорит о том, что молодежь или молодость совершенно по-другому смотрит на то, что было представлено ранее на родовые те же корни, на духовные нравственные ценности, которые были вековечные, они превращаются в кратковечность, и тут же проступает дискретность, можно сказать, времени. И в этом отношении это локальное пространство Тонта оказывается бесконечным во времени, которое в своем движении, течении является динамичным, непрерывным для одних героев и цикличным, дискретным для других.
Старый Маюша Тонта вернул его молодость. Через его образ идет понятие бесконечности жизни, пространства, времени. Для молодых героев, для этого внука Тайбана, малая родина, на первый взгляд, одинаково равно, казалось бы, ориентирует в будущее, но направленность времени обретает разные черты динамичности, которые и передаются в поступках героев. Эта дискретность как раз передается на внуки главного героя Тайбана. И вот здесь вот, конечно же, показывая перед нами такую вот особенность, скажем, пространства локального, да, но бесконечно для одних, и безгранично, наоборот, для других, писатель как раз и представляет для нас сложность и человеческой жизни, самое главное, заставляет читателя подуматься о смысле жизни и задуматься о том вообще, какой должна быть человеческая жизнь в этом отношении, как раз в рассказе Доржи Даниева Тонта, в отличие от рассказа Баради Мунгонова, прежде всего авторская идея выражается в том, что Тонта – это и есть духовные истоки, нравственные основы народа, главная способность, которая гласит о невозможности предать забвению, а тем более сохранить место своего рождения. И через данный образ начинает концентрироваться взаимосвязь категории пространства времени, которая векторально начинает углубляться в прошлое и проецироваться в то же время в будущее. И именно пространство Тонта совершает с героем ряд внутренних метаморфоз, которые приводят одних в состояние гармоничности, как это было со старым героем, а другие, наоборот, еще больше закручивают спираль необратимых изменений в худшую сторону, что это видим в молодом Тайбане. Так? И в целом оба писателя, подчеркивая незыблемость духовно-генетических основ жизни бурят, требуют их соблюдения, как главных постулатов жизни, без которых немыслимо развитие людей, общества, собственное движение в будущее. В этом отношении рассказы бурятских писателей заставляют задуматься о ценности жизни, возможностях человека исправить ошибки, совершенные в прошлом. Вот это вот, можно сказать, небольшие такие вот своего рода аннотация доклада, который уже издан в Ваковском журнале «Филологические науки». Вот. Я постаралась по времени уложиться, поэтому немножко, может быть, несколько хаотично. Ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Даниловна. Есть вопросы по докладу? Вопросов нет. Наш следующий докладчик. Спасибо вам большое. Значит, наш следующий докладчик, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ТИКПИ город Кызыл, Дангак Уран Алдын Оголовна. Тема ее доклада – особенности литературного творчества периода Тувинской народной революции и вопросы, связанные с историей и теорией тувинской литературы. Пожалуйста, Уран Алдын Оголовна. Дорогие коллеги, здравствуйте. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность. Меня слышно, да? Слышно? Я очень рада, что у меня появилась такая возможность участвовать в этой конференции, поскольку действительно Саян Джембеевич Балданов для тувинских литературах человек родной. Он подготовил несколько наших литературоведов, а на моей защите в 2000 году он был официальным оппонентом. Это было в Якутске, в теме тувинского стихосложения. Дорогие коллеги, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию вот такое небольшое сообщение на тему особенностей литературного творчества периода Тувинской Народной Республики, ТНР, и вопросы, связанные с историей и теорией тувинской литературы. Вот. Перечисляя 4 особенности периода ТНР, это 1920-30-е годы, 30-е, начало 40-х годов, я выстроила вот несколько вопросов, которые, в частности, в разных статьях мною анализируют. Это теоретические вопросы, каким же образом мы можем анализировать и как оценивать произведения вот этого начального периода. Ну, первые произведения во второй половине 20-х годов прошлого века в Тувинской Народной Республике начали издаваться газеты и журналы. Сначала на старописном монгольском языке, а позже на тувинском языке. И публиковаться первое оригинальное сочинение тувинских авторов. Вот. Это период начала зарождения тувинской национальной литературы.
Основной особенностью этого литературного творчества является то, что зарождение литературы в Туве было подготовлено развитием устного народного творчества, а в его недрах развитием тувинского национального языка, в дальнейшем обретением его высшей формы тувинского литературного языка. В этом вопросе мы опираемся на исследования Антона Кавайча Калзана, тувинского литературоведа, о послереволюционном фольклоре и о роли языка художественной литературы в развитии тувинского литературного языка. Но Калзан, в частности, писал, что тувинцы, как многожанрового самобытного фольклора, еще в прошлые века довели до совершенства образную систему родного языка. Такие типичные языковые средства, как живописание словом, как повествовательная, диалогическая, монологическая форма речи, разные виды тропов, лексико-морфологические и интонационно-синтаксические способы изобразительности, достигшие высокого уровня в народной словесности и в живом разговорном языке, были закономерно унаследованы литературой, где они видоизменялись сообразно с ее спецификой. Калзан различает три этапа формирования языка современной тувинской литературы. И вот в первый этап, период 20-30-х годов, он пишет о том, что авторы начали создавать свои сочинения преимущественно в духе разговорного фольклорного языка. И вместе с тем постепенно язык приобретал иные черты. Начали проникать новые слова и выражения, заимствованные из монгольского и русского литературных языков. Происходит совершенствование и унификация грамматических, лексико-семантических, синтаксических основ языка. Вот. Это первая особенность, она очень для нас, это понимание для нас очень важно, потому что во всем этом, мы начинали, когда, вот, особенно в советский период, советское литературоведение как-то негласно и даже теоретически обосновывало, что это простейшие формы вот такого литературного творчества, и даже существует мнение, что тувинская литература, в частности, недалеко ушла от фольклора и так далее. Мы вот с этим теоретическим положением констатируем то, что это было только начало, и уже первые десятилетия началось совершенствование изобразительных систем, изобразительных средств и языка художественной литературы и тувинского литературного языка. Вторая особенность – это массовое сочинительство. Об этом можно узнать вот в наших исследованиях по тувинской литературе и в томе ТНР, периода ТНР, истории тувинской литературы. И вот этот период массового увлечения сочинительством, он напрямую связан с вопросом о коллективном авторстве истории тувинской литературы. В эти годы было широко распространено создание коллективных сочинений. Это, например, песни тувинской революционной молодежи на старомонгольском песенном языке, или октябрьская песня, написанная на тувинском языке, да? Или, например, какое-то сочинение, которое сочиняют участники одной конференции, так и подписывают, да, и так далее. Или одно из первых прозаических сочинений тувинской литературы, рассказ «Самбук», где указан вот постепенно, где участвовала группа авторов. Сначала кто-то написал, потом перевел, кто-то художественно обработал и так далее. Да? Вот. И вот этот вопрос, в этом вопросе возникают такие интересные уточнения, как корпоративное авторство, да, в значении наделенной полномочиями. Второе, характеристика автора как носителя концепции всего произведения. Например, это песня Джамбула или посвященная Джамбулу, там можно увидеть эти уточнения. И третье, это жанровая размытость произведений этого периода. То есть, например, такие эпохальные произведения, как «Слово Арата» или «Ангролу Кожусу», рисование Ангрола, мы видим, что они начинались как детализованные воспоминания, во-первых, даже уже изданные в разных, получили издания в разных вот таких публикациях, потом как автобиографические рассказы, потом обозначались как новеллы,
постепенно как повесть, и потом уже, когда получали вот окончательную свою форму, уже обозначались как роман. Вот это вот такое интересное свидетельство. Третья форма, это, конечно, мы должны об этом тоже всегда говорить, помнить, потому что образная система совершенно отличается от традиционной, да, это жесткая регламентация и идеологизация литературного творчества 20-х годов. Да. Вот особенность ведет нас к пониманию особой эстетики соцреализма. Да. Соцреализма. Советское влияние на Туву и резкая смена политического курса государства, гипертрофированный партийно-классовый подход, помощь СССР в хозяйственном и культурном строительстве ДНР непосредственным образом отразились на художественном процессе 20-30-х годов. Вот. Ну, относительно эстетики соцреализма в тувинской литературе мы можем сказать о поэтике идеала как реальности, да, то, что обозначают теоретики, понятие цели и целеустремленности, определенная цель, поэтики положительного героя и так далее. И четвертая особенность литературного творчества 20-х, начала 40-х годов в Туве, это то, что первые авторские сочинения в прозе, они были автобиографическими. Да? Зоя Берна Самдан, исследователь литературы и фольклора, она в своей монографии отмечает эту особенность как автобиографизм прозы. Да? Вот. И этот автобиографизм она связывает с общей эволюцией литературно-художественного мышления народа, переходом от коллективного творчества к индивидуальному. Вот это мы можем на определенных периодах увидеть. Опять же, обращаю ваше внимание на наши статьи и том истории тувинской литературы, вышедшей в 2013 году. Таким образом, анализируемый выше период становления тувинской национальной литературы в условиях ДНР является начальным переходным периодом от фольклора к литературе. Творчество постепенно обретало приметы созревания литературного сознания. Массовое коллективное творчество и авторские сочинения, активная переводческая деятельность, отсутствие билетристики свидетельствуют о том, что литература еще созревает в недрах фольклорного творчества. В этот период автобиографичность является доминирующим принципом художественного изображения действительности, а новые идеи и образы требовали соответствующего нового жанрового оформления, и это жанровое оформление постепенно от одной формы к другой постепенно приобретали такие определенные черты, о которых я там раньше говорила по одному примеру. Да. Но вот примерно вот такая у нас картина сложилась, и для анализа мы всегда должны учитывать эти особенности, чтобы быть очень точными и в понимании интерпретации этих произведений, образной системы и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы к Уран Алдын-Ооловне? Вопросов нет, да? Наших монгольских коллег представит Лариса Тунжитовна. Спасибо. Так, сейчас доклад Дугурсурен Оюнгырыл, докторант Самбугин Гансух, магистр, город Чойбалсан, Дарнод, университет Монголия. Тема доклада Урын Захиол Дах Чонын Дур, Дурсылт Халук Царим Сутланы Тухайт. Дугурсурен Оюнгырыл Бакша, таны илтгил товчхнор яряд горы би шууд орос болгоод яриад үгье. За. Завсартай ярих уу, зүгээр шууд ярьчих уу? Шууд ярьчих. За. За, дэрэгц маань гарч ийн үү? Байна уу Лариса агша? Дэрэгц гарч ийн үү? Гарч ийн. За. Гараад байна. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Монгол улсаас оролцож байгаа Оюнгэрл байна. Миний өнөөдрийн ярих сэдэв бол Монголын уран зохиолдох чонын дүр дүрсэлд холбогдох судалгааны ерөнхий тоймыг ярих юм. Тэгэхээр одоо чонын дүр дүрсэлвэл альва дэлхийн улс бэ гэдэг талаар би сонирхох гэж
оролдлоо. Ингээд хэд хэдэн бас судалгааны бүтээлүүдийг олж харсан. Тэгээ энийгээ та бүхэндээ бас танилцуулж байна. Энэ дэлгэцэн ээ. За тэгэхээр бид Монгол уран зохиолдох чонын дүр төрслийг судалж байгаа юм. Тэгэхээр одоо би энэ удаад өрн дахинд яаж судалсан, дорн дахинд яаж судалсан юм бэ гэдэг талаа илүүтэй ярина. Би Монгол уран зохиол судалсан талаараа өмнө бас нэг ихтгэл бэлдээд ярьж ийсэн. За тэгэхээр энэ дэлхийн улс оронд судлахдаа дотоомжтлог талаас нэг хэсэг эрдэмтэд судалсан байна. Нөгөө хэсэг эрдэмтэд нь болохоор бас Монгол уран зохиол талаас нь болоод ер нь дэлхийн уран зохиолд яаж дүрслэгдсэн бэ гэдэг байр суурь үүдээс судалсан жишээнүүд олдож байна. За дотоомжтлог талаас нь Финландын дорн дахин судлалын төвөөс Жерард Клаусен гэж хүн түрэг ба чон гэсэн ийм ном 1964 онд хэвлүүлсэн байдгийн байна. Тэгэхээр энэ номд бол ер нь чонын гарал үүслийг нэрээс нь эхлээд ингээд судлаад тэгээ энэ бол 13 дугаар зууны Монголын нууц товчоонд байгаа чон гэдэг үгээс өмнө түрэг монголчууд бас чоныг нэрлэдэг ийм үг хэллэгтэй байжээ. Тэр байтугай бүр өөрийнхөө ийм түүхэн их сурвалжуудад бичигдснээр өөрсдөө чонын гарал усаатай мөн дайны бэлэг тэмдэг нь алтаар хийсэн чонын толгойтой ийм сүлд дотиомтой байсан юм байна гэдэг талаар дэлгэрүүлж судлаад 22 нүрийн том өгүүлэл томьёолсон байна. За удаах бас судалгаа нь бол Оросын холбооны улсын судлаач түүхийн ухааны доктор Липец гэж хүн байна. За энэний мөн энэ чонын тухай судалсан судалгааны бүтээлийг олж үзсэн. За би бол одоо өөрийнхөө ойлгохдоо Монгол түрэг угсааны туйлдах чонын дүрийг хувирал гэж ойлгоод байгаа. За энэ өгүүлэл бас нэлээд том өгүүлэл дотроо 7 хэсгээс бүрдэж байгаа. Тэгээ энэ хэсэг тус бүрийнхээ одоо судалгааг бол түрэг Монгол, Киргиз, Алтай, Бакшир, Якут, Ойрд, Бурят ийм домог туйлсын жишээн дээр ингээд аваад судалчихсан. За энэ нь тэгээд дөрүүд бас тэдгээр бүтээлүүдэд байна гэдгийг гаргаж ирж тавьсан байгаа юм. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нөгөө зөнч чонын дүр гэж гаргаж ирж ингэж судлаад эцэст нь юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр тухайн судлаач маань түрэг туйлс болон аман зохиолын ийм төрлүүдийг харьцуулж судлахаас гадна улс үндэстнүүдийн археолог, угсаатны зөв, хэл шинжилэл, уран зургуудын өгөгдлүүдэд тулгуурлаж ийм нийлмэл цогц байдлаар бас дүгнэлт гаргавал их том тод томрон түүхэн дүрийг тодруулах юм а гэдэг санаа дэвшүүлсэн байна. За удаах судалгаа нь бол 2019 онд хэвлэгдсэн Солонгос улсын судлаачийн судалгааны ийм ном гарсан байгаа. За тэрэнд бол бас энэ Жан Сөгхөө гэдэг бүтээл байгаа. Зүүн хойд Азийн балар эртний болон эрт үеийн соёлын түүх уг гаруудын судалгаа гэдэг энэ бас 5 бүлэгтэй дотроо энэ дотор 2 дугаар бүлэгт нь амьтны дотиом шүтлгийн домог гэсэн ийм бүлэг дотор бас одоо эртний Жусан улс, за мөн түрэг аймагуд, Монголын нууц товчооны бүрт чон Гуам арал зэргээр жишээ аваад ингээд судалсан. Тэгээ эцэст нь энэ хүн ямар санаа дэвшүүлсэн бэ гэхээр амьтад хоорондын нэгдэл гэсэн нэг ийм бүтэц байна. Амьтан болон ёр бусын оршихуйн нэгдэл гэсэн нэг бүтэц байна. За амьтан хүн хоорондын нэгдэл гэсэн ийм 3 янзын бүтэцтэй энэ домгийн одоо баатар амьтад байх юм а гэдгийг гаргаж тавьсан байгаа юм. Тэгээ энийг цааш нь мөн гэрлийн тусгалаар одоо бас хүүхдтэй болдог. За тэр угсаа гаргалан төрдөг энэ төр ийм онцлогтой домгууд бас байна гэдгийг ингээ гаргаад тавьсан. За дараагийн миний нэг олж үзсэн судалгааны тойм бол бүтээл бол энэ Чехийн Мазарики их сургууль доктор хамгаалсан Жана Брабовка гэж хүний бүтээл байгаа юм. За энийг би талаатай хурган малгай дагсдуулхан ташид өмдөж хүрэн даалимба гадартай сөксөргөн дэглэл дээр соошин бажгар дурдан бухар оряхан 50 өргөм ханаа бүдүүн шархан ирж мөнгөн танагтай том хутгай бөхнөө авшинжуулаад гэрт нь оржээ гэх мэтэр тухайн үеийн баян бурятын одоо дүр төрхийг бол ингэж харуулсан байна. За тэгээд одоо тэр үед бол одоо Монгол оронд ерхэн бурятууд бол одоо ордын гүрнээ аж амьдралын ихээхэн соёл боловсролын Монгол тасархан тэрний нэг нь бол одоо энэ зори гэж одоо зорисоо бол манайхан одоо шахаа зориа гэдэг тэндээ одоо ногоо сагаа янз бүрийн юмнуудаа хадгалж байх ши зөөрөө хадгалдаг тэгээ төмс ногоо хадгалдаг ийм зори тэр үед бол хаян зори бол
тухайн аран талын байшинд байх тухайн тохиолсоо ингээд гарна. Энэ мэтэр бол одоо тухайн үеийн хасаг бурятуудын аж амьдралын дүр төсөлийг харуулахдаа тухайн нутаг орондоо ямархуу одоо байдлаар аж төржийн олон талын байдлыг зохиолдвол нэлээд дэлгэрэнгүй дүрслэхэн байх шиг. Тэгээ ер нь бол энэ аран талынхан армансо бурятын энэ нүүдэл ахуй хаян мөний нэр дуртан юмнуудтай холбоотой бараг 300 гаруй дүр дүрслэл байна. Тэгэхээр энэний цаашдаа нэлээд одоо нарийн хвшил судлаж угсаатны зүйн талаа антрополог талаа харьцуулан одоо дүн шинжилгээ хийх бол шаардлагатай байна гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. За энэ бол тэгээд аран талын аж амьдралын тухай ингэж одоо гарч байгааг харуулж байна. За тэгээд тухайн үед бол одоо манай Монгол гүрэн нүүж ирэхдээ бурятууд өмнө тэмээ хараагүй байсан байд. Сарлаг гэж одоо хүрээ хараагүй. Тэгээд тэр сарлаг одоо өхөрөө тэмээ хоёрын анх харж гайхаж байгаа тухайд нь тэр Тараван гэж баян айл Монгол руу нүүж ирэхдээ тэр буянцаа гэдэг хөвөөний харлаг хараад их гайхаж байгаа тухай харахаа. Энэ чинь юм гэх шамтан бэ гэж хэсгөө дуу тавин асуухад нь Тараван ташгантал хөхрөөд хөөхөө танихгүй байна байвгаа байхгүй юу? Монгол газар байвгаа нь Малтая сууг бэлшидэг юм гэв. За тэр амтд руу залуу тэр амтд руу хэсэг ширтэнэ худлаа сарлаг гэдэг нь байхыг гэж аяархан өгүүлв энэ төр гэж. Тэгээд тэр сарлаг гэдэг амтан ямархуу амтан бэ гэдгийг тухайн үеийн одоо монголчууд бурят монголчууд өмнө хаа мэддэггүй байх тухайн талдаа бол бас ингээ хонирхолтой байдлаар харгах юм байна. За тэгээд тэр үед одоо бурят оронд сөргөөрөө явдаг адуу мал бэлшидэг юм хомортой байх бололтой. Тэгээд тэрний одоо Монгол оронд хилсэн ороод ирэхэд нь адуу одоо олон гарваараа сөргөлөөд явж байгааг нь хараад энэ олон айлын адуугүй гэхэд нүгэ ганц айлын адуу гэхэд нь яш олон мал вэ гэж гайхаж байгаа тухай гэх мэтээр ийгээд тухайн үеийн одоо бурятуудын аж амьдрал малш хэдийгээр малш ташаа аж амьдралынх нь одоо хэлбэр хөөрөн хагас суурин иргэн шилжээд мал сөрөг сөөтэй болж өсөөн болж амьдрах арга нь өөр бол хоны Монголын дан одоо бэлшээрийн мал аж ахуйтай байх ахуй амьдралын одоо хонирхолтой ийм хоёр дүр төслөөр бол харуулсан байх жишээтэй. За тэгээд Тэмэнжин Ерсва тухай за дээрхэн одоо тэр буянсаа хөвөний тэмээ хараад тэмээ хонирхож гүйлгэж ошоод орхон бууранд хөөгдөж байгаа тухай гэх мэтээр ийгээд тухайн үеийн одоо бурятын аж амьдрал хонин хайхан юмнуудыг ийгэж гаргасан байгаа юм аа. За тэгээд энэхээс хойш одоо ингээд бурятын бэр гоох тухай гэх юм уу маш олон дүрслүүд бол би тэгээд энэ нийтэд талаар бол ингээд цааш нь орхий. Тэгэхээр бол тухайн үеийн одоо бурятууд бэр гоодаг байхан бэр гоохта одоо эсгэхийн зөвшөөрлөөр өөр хөвгүүдээ хоронгүйгоор тэгээд очиж гуйдаг тэгээд хадамд гаргадаг байхны тэр арандал анх хамгаавхан дараа нь басхан жалман хадамд гархан хадамд гарах болоод хөлдөө тэрний зөвшөөрөхгүй байжгаад оргож бодоход данзаны өгөж байгаа тухай гэх мэтийн иймэрхүү үйл явдлуудаар тухайн үеийн одоо бурятуудын бэр гуйх хадамшлах түр найрын тухай баям сонирхолтой дүр төрслүүдийг тусгасан байна гэж. За энэ дээр баг нэг сонирхолтой юм бол бурятын шүтлэг мөргөлийн тухай. За ялангуяа Солонгийн бурятууд бол Монголоо нүүж ашихан Монгол гар болтой хүмүүд ухада шараа шашинтай буддын шашинтай байхан тэгээд буддын шатнаа шүтдэг байхан тэрний тухай бол энэ дээр маш ихээр бол гаргахан байгаа. За нэг сонирхолтой нэг юм энэ дээр бол би тэр нь юу юм бэ гэхээр бурятууд за ер нь ямар ч хүн хада нэг зовлон зүдгүүр болоо тэр одоо аргалжил шадажил байгаа юу ч хамаагүй болдог тухай. Тэгээд энэ дээр бол одоо жишээлбэл тэр ишин гээд нэг том гавж хамаг арга хэрэглээ зөхөө шатаагүй болоход нь тэр жалан басгая аваад лам багш хаа зовонгүйгээр тэр хулган нэртэй бөөе асраад л бөөгөр дуудулж үзэж байх шиг тэгэнэ тэр орд баряаш ордын эмшинээр ордой тэр нөгөө шашны мөргөлтөн хүмүүстээ уулзаж байх шиг хинэ тэр эрхүүгийн Капаровга доктор оршин үеийн эмшигтэй уулзаж энтрийг басгая нүүлж байгаа тухай. Тэгэхээр энэ бол ердөө хүний мөн шанар юм ямар совлон тохиолдоо шүтлэг бишрлээвэл хаяад хайн гэхэн бүх юм руу явдаг тухай баям сонирхолтой нэг хэсэг байна. За энэ зохиолсоо ер нь аль ч зохиолсоо гардаггүй баг нэг сонирхолтой дүрслэл байгаа. Энд бол юу юм бэ гэхээр тэр бурятуудын уламжилт ангаа ухааны аргаар тэр данзан хөвөө эмшилж байгаа тухай гарч байгаа юм. Тэр юу юм бэ гэхэд арандал том сагаан хэрхээ нядалж халуун арахаар нь шархадан орёв. Васильевгэн морь шаргалж ягаан ижи гэдэг бариа шимгний сал засархаар яваа гэж гардаг. Тэгэхээр энэ бол одоо өвчтэй зовлонтой байгаа хүнийг бол өнөөдөр шагсан гэн тэр хоньны
бүхэл бүтэн одоо хоньны арахаар юм уу хоньоор орёож имшилдэг ийм арга бол өвөр Монголын шинэхэн бурятуудад тосоор одоо хүртэл байна. Тэгэхээр энэ юу хэлж яах вэ гэхээр энэ зохиолсоо тэр уламжил дангаа ухааны энэ хоньны дүрслэлийг гаргахны хонирхолтой энийг бас хааш нь судлууштай гэж ийгэж хэлэхээр байна. За тэгээд тэр буддын шашны шашин бол одоо бүх бурятуудын аж амьдралд нэвтрэхний харуулах нэг юм бол энэ оршуулга заншил байна. 2 хоногийн дараа асах олоо Сагавария. За одоохон бид бахаа. За асах олоо зүүн рийн дэхс улзхан модтой нарлаг дулаан ингэртэх хэрэн халжааны дэрвх маанийн цагаан дарсагдор данзангийн цогсоо мөнгөрж үлээ гэж ийгэж данзан одоо оршуулхадаа баха ялгаа байхгүй энэ шарын шашны заншилаар ийгэж оршуулсан байна. За энэ мэтэр ийгээд энэ роман шоул одоо бурятын аж амьдралыг харуулсан маш олон юмнууд бол байна. Тэгээ Монголд ирээд аж амьдралаа өөдөн татж байгаа тухай ийм одоо өргөн дэлгэр за тэгээ уг ярианы онцлог юмнуудыг харуулсан ийм одоо зохиол тэр дотороо Монголд одоо нүүжрээд засаг захиргааны хуваарлалтад орхон тухай хүртэл ийгэж оруулахнаараа бол энэ зохиол онцлогтой юм аа. За тэгээ энэнийг бол одоо Сэлэнгийн хасаг бурят отгийн аж амьдрал туулхан замлын бодит хүнээ яран толгуурлан баримтат орон сайхны арга боловсруулан бишхэн зохиол. Тус зохиолд бурят түмний онцлогийг харуулсан дүр төсөл баггүй байгаа нь угсаатны зүйн талаас судлал зохих зүйлийн нэг болж байна гэж одоо ингэж дүгнж байна. Тэгээд энэнийг бол та бүхэн бас цаашдаа сонирхож судлал бол их олон юмнууд байна. За ийгээд дөрөө. За. Одмондох багш баярлаа. Их сонирхолтой гоё юу илтгэх байна. Тэгээд би баха товшхоноор нэнитнэ орос хүн дээр хэлээд үгүй. Энэ презентация хаагаргтээ. Тэг я одоо хаахна. В докладе монгольского ученого Мягмур Сурунгин Одмандаха исследуется роман Батын Нема, монгольского писателя бурятского происхождения. Роман посвящен селенгинским бурятам, истории селенгинских бурят, часть которых перекочевала во время революции и после революции в 1910-20-х годах на территорию Монголии. В целом о бурятской эмиграции, о бурятах, которые эмигрировали в Монголию, есть 3 романа, отмечает докладчик. Это вот вышеназванный роман Батын Нема Арандалынхан. Следующее произведение – это роман известного монгольского происхождения, монгольского писателя тоже бурятского происхождения, Сынгын Ирдене. Значит, о бурятах «Встретимся в той жизни». Еще один большой роман, роман Юндона о бурятской эмиграции. Правда, название я пропустила, видимо. Значит, что исследует докладчик, на что обращает внимание? В первую очередь, значит, в структуре, в художественном мире этих романов он выявляет бурятский национальный характер, бурятские обычаи, традиции, свадебные обряды, религиозные, похоронные обряды, раскрывает философию и психологию бурят Монголии. В частности, роман посвящен бурятским казакам Селенгинского полка. Роман «Главный герой», значит, история в этом романе прослеживается от образа Арьендав до Арандала, то есть это вот целые несколько поколений одной семьи Арандалын. Роман историка, документально-исторический. Почему? Потому что, значит, Одмандах сказал о том, что в архиве Монголии хранятся 2 большие тетради, которые как раз-таки стали основой создания этого романа. То есть роман, получается, основан на реальной истории, на судьбе, изображении судьбы реальных людей, которые вот пересказали, можно сказать, историю своего рода. Значит, можно сказать, что этот роман – это целая энциклопедия казацкой жизни селенгинских бурят. Описывается, значит, их образ жизни, одежда, утварь и так далее. Отмечается, что буряты, эмигрировавшие из России, привезли в Монголию, значит, сельскохозяйственную технику, даже привезли с собой свой скот, и впервые, значит, там есть образ мальчика, который увидел яка, то есть яков на территории Монголии
видимо, не был. Ну, примеры приводит из текста, значит, очень много описаний свадебных обрядов бурят, которые все-таки отличаются от обрядов Халхасова, например, буддийские обряды, допустим, описание традиционного лечения, обертывание шкурой барана и так далее. В целом, можно сказать, что этот документальный исторический роман очень богат на использование вот этих этнографических материалов. Все. Пайрла. Спасибо большое. У нас еще 9 докладчиков точно выступает, да, уважаемые участники конференции. Просьба соблюдать регламент. Да, вот я и пишу личные сообщения в чате, и общее, да, время я пишу, когда вы начинаете. Значит, выступает кандидат филологических наук, доцент Тувинского государственного университета Назымчап Тайгана Хиртековна. Она как раз аспирант Саяна Жембиевича Балданов. Тема ее доклада звучит так: «Образы и символы времени в поэзии Сарыгола и Тетяни». Тайгана, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ученые, преподаватели, участники конференции, посвященной юбилею моего научного руководителя Саяна Жембиевича Балданова, одного из талантливых, авторитетных ученых по литературе народов России. Меня слышно, да? Да, слышно. Слышно, да. И я являюсь выпускницей очной аспирантуры Бурятского госуниверситета, училась в научной школе Саяна Жембиевича Балданова, и я всегда с ностальгией вспоминаю свои аспирантские годы. Очень благодарна преподавателям своим, скучаю по кафедре бурятской филологии, бурятской литературы, Национального гуманитарного института, и благодарны преподавателям филологического факультета. Разрешите начать свой доклад. Айгана, у вас... Символы времени в творчестве Тетяни и Степана способствуют. Художественное время является одной из составляющей сложно организованной идейно-тематической сюжетно-композиционной целостности произведения. Изучение творчества основоположников реализма национальной литературы по произведениям Тяньсяня и Степана Сарыгола вызывает особый интерес, так как эти писатели являются представителями одной исторической эпохи, сочиняли и творили свои художественные произведения в одно и то же время. Стоит также подчеркнуть, что оба писателя являются не только представителями национальной литературы прошлого столетия, первой половины прошлого столетия, но и являются представителями творческой интеллигенции в своих республиках. Перед тем, как перейти к анализу образов, символов времени, хотелось бы также немного рассказать об изображении категории времени в произведениях названных писателей. В стихах поэтов большую роль играет именно описание исторического времени. Авторы пишут о реальных фактах, об исторических событиях в жизни народа. Также можно найти немало примеров касательно календарного времени. Поэты писали, творили в эпоху реализма, они объективно показывают картину, употребляют лексемы, которые отражают календарное время. В философских размышлениях автора прослеживаются также изображения биографического времени. Пора зрелости и старости понимаются авторами как итог совершения определенных событий, важных для истории страны. Вместе с тем также мы можем утверждать, что выражение космического времени
выявляются в произведениях писателей, но не так часто, как, например, изображение исторического времени. Проанализировав образы, символы времени, которые пронизывают память, мы можем выделить некоторые моменты. Например, вода, река у тувинцев имеет свой дух, ассоциируется с живым существом, что является свойством мифосознания. Образ, символ воды в произведениях Степана Сарыгола выступают одушевленным, одухотворенным пространством. С одной стороны, это небред стороны, это как образ, символ вечности, да, константы вечности. Река у Степана Сарыгола имеет объединяющее начало. Она соединяет внешнее и внутреннее пространство. Раскрытие сакрального кода образа символа воды реки определяет ее в качестве константы вечности. Река, как память эпох, объединяет линейные пласты пространства мифопоэтической модели мира. Прошлое, настоящее, будущее воплощаются в одном образе. Вышесказанное можем подтвердить следующим примером из стихотворения «Вешние воды» Степана Сарыгола. «Шумит и дымится вода, не уставая в беге. Идут стада, текут стада, как скачущие реки. Влечет их море без границ, зеленых трав просторы, как водоплавающих птиц влекут к себе озера». Время идет, события меняются, но река, вода, как символ вечного времени, хранит в себе информацию о разных исторических переменах. В поэзии китайского автора также встречается образ, символ воды как символ времени. Например, мы поднялись в кровавой ярости речных потоков и так далее. Еще одной особенностью символа времени в поэзии китайского и тувинского авторов является символ ветра. Ветер, как динамичное время, символизирует перемену событий и фактов. Этот символ также олицетворяет движение, показывает смену поколений. Например, в стихотворении «Усинский тракт» Степан Сарыгол использует символ ветра с целью показать новшество жизни своих современников, своего времени. Где прежде не пройти было век, саянский ветер обгоняя, спешит машин веселых стая в Туву стремить свой ровный бег. В стихотворении «Этот день» Тяньсянь также передает идею с помощью символа ветра. Солнце идет к закату, румяна лица, дышит прохладой тихий вечерний ветер. Также стоит отметить, что образ солнца не символ времени. Этот символ своеобразен тем, что выступает как символ вечного времени в поэзии Тяньсяня и Степана Сарыгола. Символ солнца как символ времени является предвестником вечности и олицетворяет настоящее и счастливую жизнь в будущем времени. Новое будущее в произведении автора изображается также символом песни. Песня является не только показателем настроения и чувств героев, но и выступает предвестником новых перемен, надежды. Я примеры не буду читать. Так. В поэзии Степана Сарыгола символ песни занимает особое место. В большинстве случаев песня олицетворяет светлое настоящее и яркое будущее. В поэзии тувинского писателя также этот образ связан со святым образом матери. Мать для каждого человека не ограничивается в пределах только прошедшего или настоящего времени. Мать – это символ вечности. Сердцу я материнскому был, всех на свете сокровищ дороже. Песни матери я с детства любил. Мать, ты всех мне милей, всех пригожей. Как бесконечно понятие любви, так и бесконечна песня, прославившая маму.
Итак, выше проанализированные символы времени особенно тем, что они, с одной стороны, универсальны. Эти символы встречаются в поэзии двух авторов. С другой стороны, каждый символ времени раскрывается по-своему в контексте общей идеи стихотворений. Своеобразие выражения символов также получается под воздействием мировоззрения писателей. Художественное мышление Степана Сарыгола и Тиньсяня основано на глубоком знании устного народного творчества, на глубоком знании родного языка. В произведении писателя предстает творческое освоение и переосмысление принципов, освоенных ими с детства. Тянь-Тянь и Степан Сарыгол передают свои идеи с помощью художественных образов, символов. Эти образы имеют глубинный смысл, который отражает мировоззрение авторов и народа. Своеобразными являются символы, которые олицетворяют пространство и время описываемых событий. У меня время завершается, да? Особенностями символа времени и поэзии китайского и тувинского писателя является своеобразное выражение таких символов, как воды, ветра, солнца, песни и так далее. Время идет, события меняются, но река, вода, они как символы вечного времени хранят в себе информацию о разных исторических переменах. Ветер как динамичное время символизирует перемену событий, фактов. Этот символ также олицетворяет движение, показывает смену поколений. Символы времени, с одной стороны, универсальны, но с другой стороны, как я уже отметила, они имеют свои особенности в отдельных произведениях в зависимости от идейно-тематических особенностей и мировоззрения самих писателей. И таким образом можем констатировать, что творчество Тянь-Тяня и Степана Сарыгола высоко оцениваются благодаря талантливому чутью к художественному слову. Вкратце я так подытожила. Спасибо большое, Тайгана Хиртековна. Вы уже выключили звук, ну, видимо, уже послушаем. Давайте послушаем следующего докладчика. Вопросы есть к Тайгане Хиртековне? Вопросов нет? Спасибо большое. Значит, выступает кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института филологии СОРАН, город Новосибирск, Непомнящих Наталья Алексеевна. Добрый день, коллеги. Я, к сожалению, камеру включить не могу, хочу включить трансляцию экрана. Видна ли вам презентация? Да, видна. И вас... и меня видно. Спасибо. Да, хорошо. Спасибо. Сейчас я попробую вывести на полный экран, чтобы было видно хорошо, и начну свой рассказ. Мой доклад подготовлен в рамках проекта, о котором сегодня уже упоминала Дамбилова, да, и, простите, без имелочества, сокращаю время. И он посвящен лирическим мотивам современных, скорее даже не в современных литературах, а в произведениях второй половины XX века разных писателей, представителей разных сибирских народов. Сон, видение и путешествие во сне – это известный литературный прием. Семиотика сновидческих мотивов богата и разнообразна, хорошо изучена на примере русской и мировой литературы. Сны внутри произведения могут реализовывать самые разные авторские интенции и сюжетные функции. В литературах народов Сибири лирические мотивы также занимают важное место. Этот доклад – попытка рассмотреть, какие сновидческие мотивы встречаются в литературных текстах, какова их семантика и прагматика. Но он не претендует на исчерпывающую полноту, скорее это первый обзорный очерк имеющегося арсенала сновидческих мотивов, но не их генеалогии. Несомненно, названная литература имеет фольклорную основу, и сновидческие мотивы также связаны с традиционной культурой. Татьяна Молданова, ханкинская этнограф, связывает сны с мировоззрением народа. Сны расшифровываются носителями культуры всегда в контексте представлений данной этнической группы. Элементы содержания обобщаются и группируются в соответствии с их толкованием внутри общего семантического поля традиционной культуры. По ним можно реконструировать работу мифологического сознания, а также заимствование чуждых в культуре элементов. Ее классификация сновидений
культуре народа ханты делятся сны на 4 группы. Сразу заметим, что на подобные группы делятся сновидения не только в хантыйской культуре, но, например, в якутской и некоторых других традиционных культурах, о чем есть соответствующие исследования. Итак, по наблюдениям Ильи Молдановой, согласно распространенным представлениям хантов, мир сновидения – это иной потусторонний, но вполне реальный мир, в который может попасть одна из душ человека. Сами сновидения подразделяют на несколько видов. Простое сновидение, прямое сновидение, сбывающееся сновидение и ясновидящее, истинное сновидение. Простое сновидение не требует расшифровки, считается, что эти сны ничего не значат. При прямом сновидении душа уходит в будущее, но не в иной мир. Обычно эти сны носят бытовой характер. А вот особенность сбывающихся сновидений в том, что образы требуют расшифровки, так как они символизируют нечто иное, чем увиденное во сне. В этих снах душа странствует как во времени, так и в пространстве и может уходить в иные миры. Этот вид сновидений отличается большим эмоциональным воздействием на сновидца. И четвертый вид сновидений – истинные или ясновидящие, которые можно также назвать, сказать то, что они снятся не каждому человеку, а лишь особенно одаренным в этом плане людям. Полагают, что в подобных снах предсказываются грядущие события, значимые не для отдельного человека, но для целых социальных групп, от семьи до всего мира. Как увидим далее, сны, изображенные в художественных произведениях, чаще всего могут принадлежать именно к этой группе. И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить такой известный пример, да, как поэма якутского поэта Кулаковского «Сон шамана», которая претендует именно на статус такого истинного сновидения. В целом, сейчас. Еще одна традиционная функция, одна из функций сна – это сны путешествия в иные миры. В иных мирах могут встречаться разные субъекты и сущности, однако специфика этих снов в том, что главным образом изображается сам процесс перемещения, обстановка, разные предметы и люди, которые потом необходимо истолковать, и даже если случился какой-то контакт во сне, в центре внимания не само общение, а именно тот путь и те метаморфозы, которые происходят с представителями иного мира. Сейчас речь уже идет о тех группах, которые мы выделяем именно в литературе. В качестве примера первой группы приведем повесть Ольги Кашмановой, мансийской писательницы. Главный герой во сне вступает в молчаливое общение с лесным хозяином, а лесной хозяин его берет под свое покровительство. И именно поэтому ему во сне, этому егерю, заботящемуся о тайге, как истинному тоже хозяину леса, он показывает некоторые предупреждения. Он его предупреждает о ненастьях, бурях и заключает с ним некоторые договоры. В путешествиях же в основном сосредотачивается тот, кто видит этот сон, на каких-то приметах, на лицах и предметах, которые он встречает. Эти предметы и фразы, сказанные по пути, требуют дальнейшего символического истолкования. Конечно, путешествия в иные миры могут осуществляться не только при помощи сна, шаманы могут путешествовать в эти миры иначе, но пример, когда оба эти мотивы соединяются, мы найдем в рассказе Алететы Немтушкина «Последняя воля шаманки», где сон становится одним из важнейших сюжетных узлов. Прежде чем уйти в внешний мир, не совсем, и передать дар племяннице, шаманка совершает туда 10-дневное путешествие. При этом для окружающих людей она находится словно в глубоком сне. По пути в Нижний мир она встречает умерших людей и мужа. Окружающие молодые люди не поверили в возможность сновидческого путешествия, решив, что шаманка просто умерла. Они ее начинают хоронить, но она вдруг просыпается и пугает их всех. Только объявив свою последнюю волю, как именно нужно ее хоронить по заветам предкам, а не по новым обычаям, шаманка отправляется по-настоящему в Нижний мир, уверившись в том, что ее заветы будут соблюдены. В финале рассказа говорится, что через год на месте традиционного захоронения не осталось никаких следов от нее. Таким образом, сон должен продемонстрировать здесь силу традиционных верований, подтвердить необыкновенные способности шамана, не признаваемые современным поколением. Алетет Немтушкин в конце XX века стремился запечатлеть обычаи и верования, утрачиваемые традиционной культуры и венков, и потому в его рассказах шаманы уделяются особым статусом.
Сон для него – это еще и единственная возможность вернуться в прошлое. Кроме того, свидетельствует еще и финал его повести «Мне снятся небесные олени». Третья, самая большая группа – это сны, предвещающие несчастье к целому народу. Именно о них можно сказать, что они ясновидческие. Сон предсказания несчастья конкретному человеку чаще всего встречается в связке с мотивами сюжетной ситуации охоты. И предсказание это бывает, как правило, охотнику. И такой сон снится герою, нарушившему один из древних заветов или обычаев, и предсказывает ему беду в качестве наказания за нарушение запрета. Ну, в качестве примера приведем рассказ Петра Ченетова «Два охотника», где один из героев весьма скептически относится к правилам и обычаям поведения в тайге на охоте. И ночью ему снится предупреждающий сон, которому он не придает большого значения, но потом попадает в аналогичную ситуацию прямо в этот день. Его спутник, который иначе относится к этому всему, он ему разъясняет смысл этого сна. Рассказ интересен тем, что автор как будто подвергает сомнению перепроверки те традиционные ценности, что были оттеснены на периферию культурного сознания в советское время. И при этом подробно описаны традиционные обряды и приметы, которые соблюдает вот другой герой. Несмотря на изъятие их из обихода и атеистическую пропаганду, они все равно остались в сознании. Недаром Хант пытается истолковать сон своего спутника в категориях традиционной культурной парадигмы и видит в нем предсказание для друга, даже если тот в подобное уже не верит. Ну, на романе Еремея Айпина «Хант или звезда утренней зари» на этой сюжетной ситуации я не останавливаюсь, она подробно разобрана в разных исследовательских статьях и работах. Я хочу еще обозначить подгруппу сны о печальном будущем, гибели человека или целого народа. Они, как правило, предвещают гибель тому народу, представителем которого является и сам автор. Столь трагическая семантика снов в современных произведениях связана с общей культурной ситуацией, социальной политикой, с тем, что многие национальные языки, традиционный уклад переживают кризисную ситуацию. Ну и кроме того, в конце 20 века происходит неизбежный пересмотр огромных социальных перемен, которым подверглась жизнь людей и коренных народов в 20 веке. Ситуация подведения итогов, рефлексии об истории народов, трагических судеб находит отражение, соответственно, в литературе. Хотя эти сны появились не в конце 20 века, опять же, вспоминаем Кулаковского, это традиция литературная, и она ведет свои истоки в мировой литературе давно. Иногда неблагоприятный прогноз или предсказание напрямую может быть выражено автором. Вот в толковании сна, как мы видим на экране, вот в этой цитате из рассказа «Сон» Летета Немтушкина. А вот сам сон. Но иногда это не настолько прямолинейная оценка. Вот, например, в рассказе Еремея Айпина «Волки» этот мотив реализуется символически. Герой, спасающийся от волков, залезает на высокую сосну, пристегивается ремнем, чтобы не упасть. И в дремоте ему очень фантасмагорическое такое видение приходит. На деревьях сидят другие люди, это близкие, знакомые его люди, каждый из которых является представителем какой-то социальной группы значимой. И в том, что он видит, что с ними происходит, читается некая такая тоже прогностическая ситуация, неблагоприятная для всего народа в целом. Подробно эта ситуация была разобрана в работе Сизи «Образ животных» в прозе Айпина. Она не сосредотачивается на снах, она сосредотачивается именно на образах животных, но тем не менее этот сон, он связан не только с функцией животных, да, но и с тем, что это сон ясновидческий, в котором проявляется, повторяет у Айпина мотив гибели его народа. Подводя итоги, можно сказать, что писатели, которые используют в своих книгах рассказы о снах героев, хотя изображают некоторые традиционные для родных культур сновидческие мотивы и образы, встречающиеся в фольклоре, такие как лесной хозяин Хумпалын-Камполь у Кашмановой, традиционная одежда, которая вот во сне Летета Немтушкина, животные, которых особенно любит, например, Айпин, семиотически оформляют их все-таки не в соответствии с фольклорной ролью или значением этих образов. Писатели выстраивают рассказы о снах героев в ключе, заданном авторской аксиологией, потому что сон в литературе – это не напрямую пересказ наивного сновидческого сюжета, а это свой нарратив с законами сюжетосложения.
И эти законы заключают в себе некий интерпретационный потенциал, заключенный в символизме этих снов, а символизм не всегда связан только с мифологией или фольклором, но зачастую туда вкладываются авторские смыслы. И таким образом сны получается, что в этих книгах сны скорее литературные стилизации. И чаще других встречаются сны предсказания трагической судьбы, что в целом согласуется с кризисной ситуацией, в которой находятся многие культуры, а также с логикой творчества самих писателей, в книгах которых мотивы утраты памяти становятся сквозными. Сон в художественном арсенале – еще один прием, позволяющий обратиться к актуальной для автора тематике проблематики. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Алексеевна, за очень интересный доклад. Есть вопросы? Вопросов нет, да? А я тогда выключаю. Угу. Значит, следующий наш докладчик, кандидат филологических наук, доцент СГИК, город Улан-Удэ, Сангадиева Эржен Ганденовна. Тема ее доклада звучит так: «Концепция мира в сборнике Баиры Дугарова «Сага Сансары». Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Хочу сейчас тоже подключу свою презентацию. Так, вот. Угу. Тема моего доклада – это концепция мира в поэтическом сборнике Баиры Дугарова «Сага Сансары». Чтобы... Так. Уникальность художественной картины мира связана с авторской концепцией мира, в которой сложно переплетаются позиции и установки личности поэта. Разные мировоззренческие, социальные, философские, психологические и так далее. В связи с этим для полного понимания творчества автора возникает необходимость в рассмотрении концептов, которые формируют и структурируют картину мира. Для этого мы обратимся к поэтическому творчеству Дугарова. Творчество Баиры Дугарова – явление довольно сложное в бурятской литературе. Его творческая биография приходится на 70-е годы XX века и по текущее время. Поэзия Дугарова, в полной мере отражающая свое время, лишена, по словам Светланы Степановны Михайловой, социалистического пафоса, соответственно, в ней нет идеологического подтекста. Поэт пишет на русском языке, при этом уникальнейшим образом сохраняя и создавая в творчестве свою бурятскую, монгольскую картину мира. Согласимся с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, что богатство языка определяется не только богатством словарного запаса и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной сферы, носителем которой является язык человека и его нации. Для анализа концепции мира в поэзии Дугарова остановимся на сборнике стихов «Сага Сансары». Это сборник 1917 года. В сборник вошли стихи разных лет, которые, объединяясь под одним названием, тематически разбиты на 5 глав, образуя единую художественную мозаику. Это песни Бурмона, городские миражи, молчание Будды, под сенью вечности зеленой, осенняя хвоя. Выявление и анализ основных концептов позволит показать особенности поэтического мира поэта. Одним из основополагающих в песнях Бурмона является стихотворение «Монолог Бурмона». Бурмоном Дугаров называет бурят-монгола. Естественно, вообще для Дугарова очень свойственно эксперименты с формой. И, собственно говоря, здесь мы наблюдаем это смешение верлибра с прозой и рифмованным стихом. Достаточно сложная форма, которая дает поэту возможность воссоздать исторические процессы Великой Степи, с одной стороны, объективно, но при этом лирическая форма позволяет дать эмоциональную субъективную оценку и почувствовать герою свою сопричастность многовековой истории. Здесь проявляются концепты пространства и время, как в философском понимании, так и в физическом измерении. Конкретное пространство Великой Степи, населенное гуннами, потом намадами-монголами и бурятами. Время осязаемое, застывшее в Кириксурах и в этой самой карте. Да? Вот, демонстрирую стихи, я их, в общем-то, цитировать не буду.
Хронотоп стихотворения задается гунским городищем, расположенным в 14 километрах от Улан-Удэ, и наполняется историей через имена Атилы и Чингисхана, мифологическим временем через персонажей медведь и дракон, и приближается ко времени Бурмона, самого лирического героя. Поэт осмысляет кочевое прошлое своего народа. Для Дугарова образ намада-кочевника – это понятие органичное, родовое, глубинное. Символическая многозначность слова зависит от интеллектуального уровня поэта, его кровных интересов, связанных с историей степи от скифов и гуннов до сегодняшнего дня, пишет Дампилова. Великая степь, над которой простирается вечное синее небо, это два художественных концепта, которые проходят через весь сборник, олицетворяя собой вечность, постоянство и родину. Образы могут возникнуть в самых неожиданных местах, в сутолоке людского потока, московских улиц и проспектов. Мы слышим о вечное синее небо. Сама Великая степь может обступить со всех сторон улицы и кварталы современного города. Поэтическое произведение отличается предельной концентрацией высказываний. Поэт должен уметь многое сказать через образы, которые должны до читателя донести суть миропонимания и оценку событий, о котором написано произведение само. Баиру Дугарову свойственно сопряжение времени, давно минувшее, будь то мифологическое или историческое, но которое всегда переживается в конкретном современном времени. Оно чревато будущим, что делает поэта провидцем. Так, провидцем. Угу. Для поэта важно, как сегодня живут потомки великих намадов. Он болезненно достаточно воспринимает, что они забыли нравственные и духовные установки своих предков, что в погоне за благами цивилизации теряются нематериальные ценности. Поэтому возникают актуальные для современности высказывания, почти плакатные достаточно высказывания, в которых поэт пытается как бы сказать о том, что вот демонстрируем, да, например, не заменит пушкинское слово завета предков языка родного, к примеру. Это тоже своего рода, конечно, определенные эксперименты, потому что вот это смешение лирического с эпическим и так далее дает нам вот такую углубленную такую картину. Если первая глава помещает героев в пространство, наполненное историко-философскими, фольклорными, мифологическими аллюзиями, то во второй мы погружаемся в реалии современного времени. Пространство цивилизации, города, но при всей своей комфортности, близости к бытовому сознанию через семью, друзей, работу вызывает ощущение временности, отсюда и название «Городские миражи». Городское пространство событийно, время уплотняется. Мы погружаемся в будни, наполненные встречами с коллегами, друзьями, родными. Становимся сопричастны влюбленностям, расставаниям, думам поэта о себе и о поэзии. В этом мире многое воспринимается иронично. Мужу можно встретить забегаловки, по улице гуляет шаман на пенсии. Но есть сны, в них можно лететь над трамвайными линиями. Есть небо утреннее, дневное, на закате, ночное в звездах, птицы, а можно вовсе превратиться в медведя-шатуна. И снова мир наполняется, с одной стороны, генетически близким, с другой – неизведанным и манящим. Глава заканчивается стихотворениями «Море сансары колышется, пенится» и «Тихая поэзия моя». Сансара, таким образом, это вечный круговорот перерождений. Образ сансары возникает с самого начала, как бы вовлекая нашего героя в этот нескончаемый круг вечного человеческого бытия. Но в этом мире сквозь время поэта ведет его тихая поэзия. «Молчание Будды», концептуальная глава сборника. Еще в монологе Бурмона возникает образ лотоса как символ буддизма, пришедший в Великую степь, как знак мира, созерцания, погружения в себя. В рассматриваемой главе, вот, демонстрируем, да, правят миром миражи. Лотос возникает и в стихотворении о сне, в котором поэту приснился Велимир Хлебников, которого избрали председателем земного шара, и он принял присягу, руку положив на лотос.
В этой главе концепты пространства и времени сопряжены с вечностью, сансарой. В буддизме, в Будде и его учении, и жизни, в жизни его последователей поэт ищет ответы на вечные вопросы, понимая это как, с одной стороны, как сложное и простое одновременно. В буддизме все в природе ценно, каждая травинка, букашка, все равноценно самому Будде. Вернемся к названию «Молчание Будды». В различных восточных практиках распространена медитация. Цель у нее разная, но в основе своей медитация призвана гармонизировать человека, сбалансировать физическое и духовное состояние. Практика молчания – это созерцание мира внутри себя. Так время и пространство извне перемещается во внутренний мир человека. При этом при правильной жизни, при постижении учения Будды, этот мир вырастает до космоса. Это в идеале. А в жизни простого человека, который живет в суете и загружен вопросами быта, а не бытия, практически нет места открытию космоса, но есть исключения, вероятнее всего, это свойственно философам и поэтам. Таким образом, цитируем самого поэта, вот в стихотворении, очень показательно. Вообще достаточно интересные как бы все вот эти выводы самого Дугарова о жизни. Много стихов поэт посвящает Ягачаре Миларайби, чье творчество Дугаров изучал, когда писал кандидатскую диссертацию. Образ Ягачари – это воплощение верного буддийскому учению последователя, который понял истину и обрел святость Будды. Обратимся к стихотворению «Притча о коровьем роге». Однажды Миларайба с учеником Райчунгом шли по горной тропинке, на пути в пыли лежал коровий рог, который учитель подобрал и сунул себе за пазуху, чем сильно удивил ученика. Вдруг началась буря, и учитель увидел, что учитель сидит, укрывшись в роге. И вот в притче мы видим, как могут трансформироваться через аллегорические приемы образы времени и пространства. Не будем рассуждать о метафизических понятиях в буддизме, но как художественно и понятно растолковывает Дугаров сложные явления буддизма в своих стихах. Мудрость и постижение учения, духовная практика способны свернуть хронотоп окружающего мира до размеров коровьего рога, который вместит в себя двух человек. Есть в этой главе поэма о Гаутаме, поэма о рождении Будды. Конечно, интересно, где жил Гаутама, как стал он Буддой, но в содержательном наполнении концептов лирики Дугарова интерес вызывает стихотворение «Дождь в ночном Кумбуме». Оно оригинально, как с технической стороны. Мы здесь снова видим смешение различных стихотворных форм, так и в содержательном плане. Рефреном через все стихотворение проходит восклицание. Кто мы, пришедшие из тьмы в тьму? Кто мы, пришедшие из света к свету? Кто мы? Кто мы? А мы – это семеро, Евразия в миниатюре. Саша из Питера, тибетолог, Юлия и Анастасия, юные монголоведочки из РГГУ, Батор, калмык, ученый из Москвы, Лена и Геляна из Калмыкии, наш поэт. И ответом на этот вопрос разворачивается почти драматическое действие, в котором сходятся века, эпохи, сконцентрировавшие в себе суть перерождений каждого из этих людей в колесе сансары. Кланясь, пожалуйста. Время? Да? Все, я сейчас завершаю буквально, да? И, в общем-то, таким образом мы должны сказать о том, что в своих отдельных, вот в каждой главе, на самом деле, конечно, каждая глава закольцована, она несет определенные, в общем-то, смыслы, и рассмотренный нами сборник Дугарова позволяет нам прийти к выводу о том, что авторская концепция мира, представленная в сборнике «Сага Сансари», отражает мировоззрение самого автора, которое основывается
на конфессиональных представлениях могойского этноса, это буддизме, историко-культурных понятиях и нравственно-этических истоках народно-поэтических образов. Поэзия его многогранна, в ней сконцентрирована самая суть ментальности бурятского народа. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Просим вас закрыть презентацию экрана, демонстрацию. Да, закрываю. Ага. Так, Самбялова Туяна Владимировна предупредила, что не будет выступать. Я не вижу в числе участников Серебрякову Зою Александровну. Она здесь? Из ВЗГИК. Серебряковой Зои Александровны, видимо, тоже нет. Почему здесь она? Здесь? Она здесь. Слово представляется доктору филологических наук, доценту ВЗГИК, город Улан-Удэ, Серебряковой Зои Александровне. Концепция личности в бурятском романе. Зоя Александровна, здравствуйте, пожалуйста, включите микрофон. Все, спасибо большое. Чтобы быть краткой, я сразу скажу, что остановлюсь на некоторых, только более новых, что ли, каких-то определенных акцентах. Не буду подробно расписывать. Многие романы известны. Романы о современности написаны бурятскими писателями в тот золотой период, когда бурятская литература и бурятский роман расцвели. Безусловно, завоеваниями являлись и произведения Баради Мунгонова и Балданджабона. И тем не менее, в конце 70-х годов, в один год, 1978, вышли два интересных произведения. Это «Течение» Жапа Жембиева и «Большая родословная» Дарже Эрденеева. Если в «Течении» мы видим личность женскую, судьбу непростую доярки Сырынцу, то мы понимаем, что традиционный роман наш бурятский, он, в общем-то, повествует о деревне, о селе, о традиционной жизни, тогда как роман Эрденеева, он нас приводит в город, вот так распахнул горизонты и показал нам новые, значит, профессии, показал нам новое существование этих персонажей. И в том и в другом характере прослеживается главных персонажей такой своеобразный, что ли, новый уклад, потому что, как бы ни была Сырынцу привязана к своей деятельности, она дояркой надоила тонны или, не знаю, литры, сотни литров молока, она все равно впитывает и все то новое, что принесла вот эти 30 лет ее работы на ферме. Если говорить о романе Дарже Эрденеева, то, безусловно, происходит столкновение двух типов, что ли, личности. Первое – это личность, которая руководствуется моралью самообеспечения и выживания, которые присущи слабо развитым обществам. Ну, так, по-моему, автор вот эту свою концепцию выстраивает. И вторая группа героев, в сознании которых личные интересы сочетаются с целями общего блага. В современном обществознании такой тип людей называют выразителями морали саморазвития, самореализации человека и связывают с более высокоразвитым социумом и процессами модернизации. К первому типу относятся лексик, полта, единомышленники, то есть вот люди, которые пытаются выразить и общественные интересы, и какое-то развитие показать, и тип, который вот занят исключительно собственными судьбами и собственным устройством, это Ади и члены ее большого рода. Оба литературных типа выходят за рамки той привычной антитезы дореволюционного или социалистического уклада жизни, потому что характеризует, по сути, вечный конфликт диаметрально противоположных по своим принципам людей, которые олицетворяют либо какие-то экзистенциальные свои константы, или они не входят в определенный социальный период, а так вот сказать, вечно в истории существуют. Либо все для себя, либо каким-то образом заботятся и о других людях, и выходящих за рамки их рода. Многие сюжетные линии судьбы большинства персонажей связаны с главным отрицательным персонажем это Ади, женой центрального героя. И мы понимаем, что здесь даже Эрденеев сталкивает в этом характере тоже совершенно различные, противоположные, казалось бы, качества и свойства. Но, тем не менее, сам главный герой
Ария, он человек традиционного уклада, и вдруг, несмотря, значит, вот на прожитую жизнь, он круто меняет накануне своей свадьбы с женой, золотой свадьбы, он вдруг меняет все свои взгляды и свои принципиальные какие-то устои. Несмотря на минимум возможностей для самостоятельности индивида внутри родовой структуры, патриархальность и традиции социальных отношений в бурятском социуме начала XX века все-таки они были достаточно устойчивы. Но тем не менее показаны люди сильной воли, смелые, нравственно зрелые, которые сами выбирают свою судьбу, не боятся перемен и верны затем своим принципам. Такие герои, конечно, уже были показаны в историческом романе, все инноваторы и люди, ищущие как бы правды и своей им понятной и важной истины. Таким образом, в некотором смысле личность, она, ну, так продолжает вот эту традицию, эволюционирует, и это закономерно и понятно. Но подобная разработка образа Арьи – это пример закономерности, которые литературоведы относят к вообще вот этому периоду, 70-е, 80-е годы, когда литература, ну, ушла от бесконфликтности и появились большие открытия как раз в нравственных, каких-то этических проблематике романа. Противоречивый герой сложной судьбы, в которой отражается неоднозначная взаимосвязь между личностью и историей. И вот Саян Жембиевич Балданов в своем труде, он говорит, что открытие романа этого периода, они достаточно значительны и являются новаторскими. Дождей Жданеев исходит из исключительной важности семейных ценностей для бурят, показывает, что и для той стороны конфликта, и для другой все равно является семья и род одной из доминант образа жизни этноса. Различия подходов, конечно, очевидны, и свобода выбора тоже у героев присутствует. Гендерное распределение ролей в семье Ади для восточных народов достаточно необычно. Она там старшая, а не мужчина. Не случайно домашние скрывают от посторонних единоличную власть своей бабушки, матери. Вместе с тем, в то время, в советское, равноправие полов декларировалось. Так что вот это вот главенство, оно находится на таком странном перекрестке, так скажем, мнений и традиций. Не менее удивительно, что Ади стремится, чтобы ее семью уважали окружающие, но само общество, в котором она живет, ей глубоко неприятно и даже ненавистно. Это тоже говорит о невозможности для индивида и конкретной семьи изолироваться полностью от социума и быть свободной, так сказать, от его влияния. Ну и я хотела бы, значит, завершить, чтобы не выходить за рамки регламента, общими заключениями о том, что, конечно, показ личности в меняющихся обстоятельствах, взаимодействии с другими людьми, углубленный анализ внутреннего мира человека, чуткое внимание к необычным проявлениям, интерес к нравственной проблематике, они вот важны в бурятском романе о современности. И тот, который будет позднее, и романы наших современников, в частности, Ардана Ангархаева «Вечный свет», где там тоже коллизии, переосмысления жизни, вот они всех касаются абсолютно героев. Но герой показан в контексте национального художественного мира, национальной истории, и мотивы преемственности, необходимости продолжения традиций и беспрерывного обновления жизни свидетельствуют об актуализации романа и концепции личности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Зоя Александровна. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас из Якутска. Значит, совместный доклад Сивцевой, доктора филологических наук, профессора Института Кулаковского, Сивцевой, Максимовой, Прасковьи Васильевны и соискателя Наговицына Александра Павловича представит Наговицын Александр Павлович. Типические коды жанровых форм якутской классической поэмы. Так, добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции, организаторы. Разрешите представить наш совместный доклад Прасковьи Васильевной.
Так, литературный процесс – это в целом эволюционное движение художественной мысли, что в наши дни может быть воспринято как определенное развитие литературы, расширением его художественных возможностей и созданием новых форм поэзии. В данном ракурсе жанровые признаки в классификации произведений представляют постулаты универсального порядка. В них просматриваются свойства содержательной структуры, способные давать реальные очертания темы и образов. В трудах профессора Саяна Жембеевича Балданова одним из главных направлений исследования выступает анализ фольклорных истоков поэзии в литературах народов Сибири. В этом плане он подчеркивает, что национальные контексты проявляются на уровне художественных форм, организующих в одно структурное единство фрагменты произведения, а именно то, что фольклорно-этнографический материал проникает в художественную ткань произведения, образуя вместе с другими элементами и компонентами художественной формы целостную эстетическую систему. К примеру, жанровая характеристика Ланхо отличается эстетической завершенностью мира персонажей, что достигается образных воображением в высшей степени. Данная особенность определяется значимостью эстетики древнейшего варианта устного эпического сказания, основанного на воспевании абсолютного прошлого. В поэтическом представлении главного образа, который становится всем, что он мог быть, и мог быть только тем, чем он стал. На примерах якутской литературы начала XX века универсальным кодом, связанным с эстетическими постулатами эпоса, выступают персонажи, можно сказать, особенно назначения, выполняющие функции абсолютного порядка. В поэмах Алексея Алексеевича Кулаковского «Сон шамана» «Красивая девушка» в самих формулировках названий предопределяется их жанровый код, поэмное начало. В обращении мудрого шамана непосредственно присутствующим слушателям раскрываются размышления о судьбе народа, перед которым жизнь ставит нелегкую проблему выживания в контекстах реального времени. Но его однозначно печальные пророчества, вынуждающие его не исключать надежды, воспринимаются в художественном плане в параметрах эпического сказания. Идея и содержательный диапазон поэмы приравнивают шамана-провидца абсолютному персонажу актного порядка. Таким образом, эпический код в образе абсолютного персонажа произведения раскрывается его функции защитника, вдохновителя слушателей на благородное действие мудрым словом, идущим от имени их древних прародителей. В поэме «Красивая девушка» эпический код наблюдается в характере раскрытия идеи описанием портрета, действий, речи реального образа, но в целом создается образ девушки Айталынко по логике эпического персонажа, что раскрывается структурой фрагментов поэмы. Представляет своеобразное родословное персонажа в описании места рождения и упоминании о родителях. Внешность красивой девушки в сравнениях эпического типа, ее реплики как речевая характеристика также становится аналогичным образом девушки из племени Аи. Духи-покровители Средней Земли решили сотворить ее как украшение жизни на Земле, и благословили ее своей красотой оберегать человека как его идеал навеки вечные. Якутский эпос характеризуется в таких параметрах, как типизация не лишенных божественного начала образов и особая композиционная градация сюжетного действия. Поэтическая форма Ланко вполне может выступить также доказательством архаического типа стихотворной речи, что отмечается исследователями на начальном этапе развития тюркской поэзии в целом. В этом плане представляется произведение Кулаковского,
Произведение Колокольского основывается на эпическом коде древней поэтической речи, что определяется формой стиховой организации названных произведений. Как объемно и емко определил классик якутской литературы, аллитерация якутских стихов более усовершенствованная, так как заключает в себе не по одной гласной или гласной, а по целому слогу простирается на 2-3 строчки, а на 10-20 строк. Эти основные правила якутского стихосложения, о которых писал Колокольский, полностью раскрывает в поэмах «Сон шамана» и «Красивая девушка». В приложении в фактах истории якутской литературы универсальные коды художественности Олонхо можно подтвердить и примерами из прозаических опытов. В период зарождения письменной литературы в ее классических проявлениях позиция автора выступает исходным началом раскрытия художественной идеи. Глубина и масштабность поэтических размышлений в данном ракурсе связывается абсолютным предпочтением аллитерационного созвучия не только в формах стиха, но и прозе. Многогранная система стилистических приемов создания образов подчеркивает естественностью данных особенностей авторской поэтики. Например, в описании внешности героя в прозе Оюнского, Эрели Кристина, Амма Ачыгыя раскрывается внутреннее состояние персонажа. В передаче мимики, движения и действия, что можно определить как ситуационный портрет и как особенный прием раскрытия контекста, что раскрывает в сравнительных анализах двух редких романов, редакции романа, «Весенняя пора». Исследователь якутского эпоса Василий Тимофеевич Петров подчеркивает, что в Олонхо изобилуют слова, обозначающие внезапность, мгновенность совершенных поступков. И в этих красочных описаниях раскрывается внутреннее состояние героев: гнев, тоска, радость. Фольклорная основа творчества как пути и приемы исследования традициям убедительно раскрываются на примерах произведений национальных классиков, что в целом находится в рамках общих закономерностей развития литературы. Дмитрий Сергеевич Лихачев исторической определенности жанров подчеркивал что традиционность затрудняла использование неожиданного образа, неожиданной детали или неожиданной стилистической манеры в виде художественного приема. Ибо структура жанров в период становления письменной литературы была гораздо большей степени связана с определенными типами стиля, образного выражения мысли. Однако указанный стереотип не был признаком бездарности автора, художественной слабости его произведения. Он выходил в самую суть художественной системы данного этапа развития литературы. Таким образом, значимость Олонхо как постулата творчества для якутской литературы с методологической точки зрения заключается в том, что оно представляет истоки литературы, а его поэтика в процессе творчества функционирует вечной живой архаикой. В древнем эпосе наличествует полифоническом согласии в функциях равенства как формы главенства, подчинения, фундаментальные характеристики литературы и искусства. Это условность в отражении действительности, внутренняя завершенность целостного раскрытия идеи, оригинальность, которому нельзя научиться, уникальность, равная всеобщности, изначальная естественная обращенность слушателя, эстетические предпочтения которых относятся на равных правах к автору. В литературном процессе в целом подтверждается значимость исконных национальных образов. Во-первых, самобытности мироведения авторов, создающих литературных образах, социально-историческую картину жизни, особенным намерением преподнести своему читателю собственное осмысление большого времени. Во-вторых, в том, что авторская интенция значительных художественных текстов разных периодов исторического времени углубляет и расширяет идею произведения, совпадая с современному контексту читателя другого поколения. В этом плане жанр поэмы нам представляется
нам представляется значительное место истории литературы именно своим изначальным особым национальным художественным модусом. Практическими выводами такого же порядка выступает возвращение забытых или запрещенных имен и существенное расширение влияния якутской классической поэзии на современный литературный процесс. Исследование этих явлений непосредственно связывается с выявлением не только особенностей литературной преемственности традиций, но и раскрытием истории художественных форм в теоретическом аспекте в виде представления истоков национальной самобытности творчества. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Спасибо. Так, у нас следующий докладчик Фролкина Дарья Ивановна. Чунцырын Екатерина Тамбыевна выступала в пленарном заседании. Сейчас я ее тоже не нашла. Следующий докладчик, кандидат филологических наук, доцент БГУ имени Даржи-Банзарова Халхарова Лариса Цимжитовна. Тема доклада «Жанровое своеобразие дневников Базара Барадина. Жизнь в Тангутском монастыре Лавран». Пожалуйста, Лариса Цимжитовна. Я тоже выступлю кратенько. Значит, доклад у меня называется «Жанровое своеобразие дневника Барадина. Дневник буддийского паломника. Жизнь в Тангутском монастыре Лавран». Что касается Базара Барадина, буквально 2-3 слова хочу сказать. Базар Барадин – это один из известных ученых-монголоведов начала XX века. Он был не только крупным ученым-филологом, историком, этнографом, но и писателем, драматургом, просветителем, общественным и политическим деятелем. Перу Базара Барадина принадлежат исторические драмы «Чуэжит Хатан», «Великая сестрица-шаманка», «Жигдын», рассказы «Находчивый путник», «Сынгы Бабы», которые положили основу бурятской драматургии и прозы. Долгие годы творчества Базара Барадина, его научная и общественная деятельность были под запретом, поскольку он был репрессирован как враг народа в 1937 году. И только с 90-х годов прошлого века, после его официальной реабилитации, научные и художественные произведения стали доступными широкому кругу читателей, благодаря, конечно, кропотливому труду ученых. Нужно отметить, что в научном наследии Базара Барадина особое место занимают его дневники. Часть его дневников до сих пор не опубликована, она хранится в отделе рукописей Санкт-Петербургского института востоковедения Российской академии наук. Что касается дневника путешествия Базара Барадина в Тибет, то он был опубликован под названием «Жизнь в Тангутском монастыре Лавран», дневник буддийского паломника 1906-1907 годов, лишь в 1999 году отдельной книгой. Базар Барадин отправился в Тибет, в его северо-восточные окраины, как и другой ученый, известный ученый-востоковед Гамбажап Цыбиков в 1899-1902 годах по заданию Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии при Академии наук. Барадин же отправился летом 1906 года. В жанровом отношении дневник Базара Барадина является не только историческим документом, который свидетельствует о его путешествии в Тибет, о его 8-месячном пребывании в монастыре Лавран, не только источником по истории, этнографии, буддизму, но и своеобразным литературным феноменом, стиль и жанр которого заслуживает специального изучения. Очень важным обстоятельством является то, что события в дневнике описываются не беспристрастным хронистом, ученым, а будущим писателем, филологом, активным участником литературного процесса 20-х годов. И с этой точки зрения, на наш взгляд, дневник Базара Барадина имеет огромную культурно-историческую и литературно-эстетическую ценность. Начало дневника Базара Барадина – это лето 1906 года. Структурно дневник состоит из 28 частей, которые представлены как отдельные рассказы. При этом каждая запись датирована, не пропущен ни один день, начиная с даты 26 июня 1906 года до 25 января 1907 года.
Первая часть дневника заглавлена «Первый день моей жизни в Лавране». Цитирую, 24 июня 1906 года. «Утром меня разбудили протяжные, тоскливые выкрикивания людей. «О, маньо, шоньо, купите молока, купите творог». Это были окрестные тангутские мужики, которые приходили утром в монастырь продавать монахам молоко и творог. Встал я и вышел из своей монашеской комнатки, чтобы помыться в середине своего дворика при теплых лучах восходящего солнца. И я теперь чувствовал себя вполне лавранцем. Так начинается его дневник путешествия в Лавране. Повествование автора в дневнике – это прежде всего его многочисленные описания монастырской жизни, монастырского убранства, храмовой архитектуры, буддийских обрядов и ритуалов, одежды и пищи монахов, их образа жизни, знакомство с монашеской иерархией, чтение редких буддийских книг, этнографические материалы, значит, общение с земляками, ламами, бурятами, которые в те годы служили в Лавране, нравы и обычаи простых мирян, разговоры с местными жителями. И все это является очень ценным источником по истории, этнографии и религии. Например, Цам Миларайбы, буддийский религиозный праздник, где монахи исполняют ритуальный танец в устрашающих масках, изображен как целое театральное представление. Миларайба все время сидел неподвижно, а Райчун вставал по временам с места и ходил по площадке сцены, делая знаки почтения и услужения по отношению к своему учителю. Вдруг из соседнего монашеского дворика вышли два здоровенных роста старика в масках и направились к месту сцены, громко разговаривая между собой. Все расступились перед стариками и пропустили их к площадке сцены, которую тотчас же окружили просторным кольцом. Они были одеты в куртки из шкур диких коз. Маски у них были сделаны довольно искусно, изображали бородатых, добродушных стариков в мохнатых бараньих шапках. Они были настоящими актерами, ходили спокойно, важно и говорили громко, со старческим медленным акцентом. Подобные графические бытовые зарисовки жизни монахов Лаврана, а также простых мирян и их взаимоотношения создают картину жизни монастыря Лавран. Характеризуя тангутцев, тибетцев в быту, в общении, Базар Барадин отмечает, что тибетец сперва поражает вас своей льстивостью, явно фальшивой вежливостью. Однако, если вы сумели заслужить чем-нибудь доверие тибетца, он обращается в хорошего, до наивности искреннего приятеля вашего. Что касается внешности тибетцев, Барадин пишет: тибетцы весьма здоровый, крепкий народ. Они большей частью среднего роста, волосы у них жесткие, черные, противоположность монголам, они довольно богатой растительностью на лице. Дневник Базара Барадина приближен к личному дневнику, несмотря на то, что это документальный жанр, научный дневник, да, поскольку в нем фиксируется эмоциональное переживание автора, его размышления, связанные с восприятием различных буддийских ритуалов. Например, потрясенный от увиденного на похоронном ритуале тибетцев поедание трупов людей грифами, автор пишет, что это произвело на него жуткое леденящее впечатление. Он пытается понять, в чем же все-таки суть данного чудовищного ритуала, восклицая: очевидно, он придуман с целью реально сказать всем: таков конечный удел всех, восклицательный знак. Кто не лишен рассудка, тот увидит это, будет с тревогой задавать себе вопрос: так в чем же смысл жизни? Пространственно-временные границы дневника расширяются еще и за счет включения воспоминаний, событий прошлого. Встречаются услышанные автором в Лавране из уст лам-монахов буддийские легенды и притчи. А большое место в дневнике занимает описание природы. Например, 29 июня, раннее утро. Как всегда, свежо и удивительно тихо. Лучи солнца коснулись вершины гор, а в глубине долины над монастырем веет еще следами ночного холода и мрака. Монастырь просыпается. Тихо клубятся столбики дыма с плоских крыш монастырских домиков. Столбики дыма сливаются ввыси, и дым, как кусок утреннего тумана, медленно уходит в южные горы. В целом в дневнике достаточно много описаний природы,
местности Лавран. И эти описания природы, они отличаются тем, что здесь автор использует различные изобразительно-выразительные средства, да, средства языка, которые не характерны для документального или научного жанра. 11 сентября. Кругом величественная тишина природы. Слышно лишь капание воды, да где-то высоко со скалы воркует голубь. Но природа оживляется после утреннего покоя. Высоко поднимается дневное светило и своими теплыми лучами оживляет природу. Ну и так далее. Вот таких описаний, конечно, очень много. И чтобы не занимать очень много времени, я бы хотела сделать некоторые выводы по жанру данного произведения. Надо сказать о том, что дневник Базара Барадина «Жизнь в Тангутском монастыре Лавран» представляет собой в жанровом отношении определенный синтез и научного, документального, публицистического и, собственно, художественного начала. Именно вот художественного начала, которое выражается в лирических отступлениях, в авторских отступлениях, в многочисленных описаниях природы, в использовании поэтических средств, изобразительно-выразительных средств. И все это дает нам возможность сказать о том, что дневник «Жизнь в Тангутском монастыре» надо рассматривать и в контексте документально-художественной литературы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Инжитовна, за интересный доклад. Наш следующий докладчик, кандидат филологических наук, доцент Калмыцкого научного центра РАН Ханинова Рима Михайловна. Тема ее доклада – тема сибирской ссылки в рассказы Илюмжинова на Мазульском руднике. Рима Михайловна, вы нас слышите? Да. Пожалуйста, вам слово. Микрофон не включен. Включите микрофон, пожалуйста. Рима Михайловна, вам слово. Сейчас звук. У вас включен. У вас есть звук. Слышно уже? Да, да, да. Ну, вначале я хотела бы всех поздравить с праздником ЗУ. У нас в Калмыкии сегодня отмечают Калмыцкий Новый год. Поэтому хотелось пожелать бы всем здоровья, благополучия и долголетия. Тема моего доклада связана с другой датой, которую мы отмечаем в декабре. Это 28 декабря 1943 года, когда калмыцкий народ был депортирован в Сибирь, на Дальний Восток. И этому посвящены многие произведения калмыцких литераторов. Сегодня я хотела бы остановиться на рассказе Николая Илюмжинова «На Мазульском руднике». Творчество русскоязычного калмыцкого писателя Николая Илюмжинова, год рождения 1929, посвященное прежде всего истории калмыцкого народа, калмыцкого казачества, не было объектом и предметом исследования в литературоведении. Он вошел в литературу в конце 90-х годов, документальной прозы, ныне автор двух романов малой прозы, отмеченных автобиографическим началом и документальностью. На Мазульском руднике относятся к автобиографической малой прозе писателя. Произведение написано в 2002 году, тогда же опубликовано в журнале Тегин Герл, без обозначения жанра, под рубрикой «Из истории ссылки калмыцкого народа». Жанровая атрибуция не уточнена при первой публикации, рассказ это очерк или биографические записки. Нужно сказать, что Даржа, отец будущего писателя, родом из донских казаков-калмыков, был призван на фронт, а его семья, жена солдат, двое детей, Николай и Зоя,
как и весь калмыцкий народ, в декабре 1943 года была выслана из села Сладкое Ешелтинского улуса в Сибирь, в Красноярский край. В 1943 году его отец был демобилизован из армии и разделил с семьей многолетнюю ссылку. Вернулись они на родину в 1957 году. Заголовочный финальный комплекс произведения включает эпиграф, обозначенный калмыцкой поговоркой, на самом деле несколько измененной пословицы: «Ушедший возвращается, погребенный никогда». В моем докладе сравнительно-сопоставительный анализ двух текстов, журнального и книжного 2013 года, которые различны в стилистике, деталях, не влияющих в целом на сюжет. Экспозиция вводит читателя в обстоятельства пребывания спецпоселенцев в чужом краю. Цитирую: «В первую зиму после приезда калмыков на Мозульский рудник среди них из-за антисанитарных условий жизни вспыхнул и распространился сыпной тиф, который косил всех подряд, и старых, и молодых». Конец цитаты. Рассказчик, 15-летний тогда Николай, сообщал, что и он заболел сыпным тифом в начале марта, около месяца лечился в Ачинской городской больнице и благодаря врачам выжил, как и многие земляки калмыки. Начало действия относится к одному из морозных дней, когда калмыки прибыли к месту ссылки. Это январь 1944 года, и рассказчик Николай вместе с матерью, попросив у соседей детские саночки, направились в соседнюю деревню Айдашки менять вещи на картошку. Деревня находилась в 6-7 километрах от рудника на противоположном берегу озера, замерзавшего зимой. И вот по льду этого озера и перешли мать с сыном-подростком и направились в деревню. Несмотря на то, что стоял холодный день, всю дорогу мать рассказывала сыну о своем детстве, что маловероятно, ведь нужно было беречь дыхание, не простудить горло на морозе. Этот длинный рассказ матери в книжном варианте необходим был писателю для того, чтобы соединить трудные времена революции и гражданской войны с бегством донских калмыков-казаков вместе с добровольческой армией из Новороссийска, когда Сулда, тогда девочка, и маленький Кирсан, ее братик, остались на берегу, а их отец со старшим братом Токром отплыли на пароходе. Спустя 2 года они вернулись на родину из Турции, но в 1937 году отец был арестован как белый мигрант, попал в Соловецкий концлагерь НКВД и пропал без вести. А теперь Токар и Кирсан, так же, как и твой отец, воюют с проклятыми немецкими оккупантами. Их призвали в армию еще летом 1941 года. Вот как бывает в жизни, сынок, все мы ходим под Богом, и судьба каждого человека предопределена Всевышним. Цитирую, с чувством закончила мама. При этом она поясняла: «Я нарочно завела этот разговор, чтобы отвлечь тебя от мыслей о холоде, усталости и голоде». Конец цитаты. Речь матери откровенно книжная, со стилистическими оборотами, не характерными для калмычки, скорее всего, не отличавшейся грамотностью. В журнальном варианте те же воспоминания матери передаются косвенным образом, поэтому не столь стилистически выбивается из общего повествования. В книжном варианте мать добавляет: «Только бы бурханы помогли нам, о мани падмехун». То есть наблюдается столкновение различных религиозных определений, христианских и буддийских, мантры, Бог, Всевышний, Бурханы. Когда мать с сыном стучались в избы, им не открывали. Из третьей избы выскочила девочка, испугалась их, калмыки-людоеды идут, и быстро захлопнула дверь калитки. Рассказчик поясняет, что когда калмыков привезли в Сибирь, пустили слух, что везут людоедов. В журнальном варианте скорее с целью провокации. И многие деревенские люди приняли это за чистую монету. Тем не менее, пришлых приняли в третьей избе. Парень попросил показать вещи на обмен. Хромовые отцовские сапоги пришлись ему по ноге, за них дали мешок картошки, достав из погреба в избе. В книжном варианте, когда молодой хозяин говорит, что если вернется живой, будет носить сапоги до гробовой доски, калмычка тихо сказала: «Я буду молиться за тебя». В журнальном варианте этих слов уже нет, что больше соответствует ментальности калмыцких женщин, сдержанных в проявлении чувств, особенно к чужим незнакомым людям.
Речь о возвращении сибиряка в журнальном варианте пояснена в разговоре. Он сказал нам, что ждет со дня на день повестку с военкомата, а трое его старших братьев давно воюют на фронте. Самого старшего брата призвали в 1938 году, он участник событий в Холхенголе, старшего в 1940 году в финскую кампанию, и третьего брата призвали в 1941 году, в первый год начала Отечественной войны. И вот он, четвертый брат, ждет повестку, чтобы отправиться на фронт бить врага. Дома остается меньший брат, Ваня. Он и останется за главного в семье и будет помогать матери, пока старшие братья не добьют врага его собственной берлоги. Конец цитаты. Молодой хозяин помог завязать мешок с картошкой, завернуть в ватную старую фуфайку, которую прихватила с собой калмычка, чтобы не замерзла картошка по дороге. Описание того, как мальчик с мамой рассматривают семейные фотографии сибиряков на стенах комнаты в рамках под стеклом, способствует дальнейшему расширению временного пространства текста. Пояснение хозяина, что это его предки и родичи, начиная с русско-японской, Первой мировой, гражданской войны и кончая нынешней. При этом писатель не забывает указать даты этих исторических событий. Автор вводит в книжный вариант рассказа реакцию сибиряка на современные события. Цитирую. «Узнав от мамы, кто мы такие, как попали на рудник, парень, недоверчиво глядя на нас, время от времени приговаривал: да не может быть, ядрёна финя, да не может быть. Хозяин на фронте немецких оккупантов бьет, а вы здесь? Не верю. Ей-богу, не верю». Конец цитаты. По нашему мнению, эта недоверчивость хозяина избы сомнительна с точки зрения реальности ситуации. Перед ним сильные калмыки, а он все равно не верит. Она необходима была писателю, чтобы подчеркнуть трагизм положения калмыцкого народа. Мужчины воевали за родину, а родина навечно сослала за измену ей женщин, стариков и детей. В журнальном варианте этого эпизода нет. Угощение чугунок с картошкой в мундире крупной солью, а чай, кипяток, заправленный молоком, в журнальном варианте назван челдонским, в книжном чалдонским. Гостеприимный хозяин проводил калмыка за порог, указал кратчайший путь на мазульку. По словам писателя Георгия Пряхина, так дружба, по большому счету, помогла пережить выпавшую на долю неимоверные страдания не только калмыкам, но и нам, русским. Обратный путь был труднее для матери с сыном, разреженный морозный воздух затруднял дыхание, теперь они старались не разговаривать, чтобы не тратить силы. Мальчик просил мать немного отдохнуть, но та была непреклонна, отказываясь, иначе они замерзнут и пропадут. В книжном варианте мать еще говорит: что скажет папка, когда с войны вернется? Здесь психологически верно женщина взывает к ребенку, напоминая о том, что его отец обязательно вернется, поэтому надо выжить. Повествование рассказчика перебивается его взрослыми размышлениями о прошлом, его благодарностью матери за добрый и мудрый совет, что надо идти вперед, иначе бы его не было на белом свете, замерз бы. Наконец, мать с сыном ночью добрались до склона горы, на котором располагались врытые в землю калмыцкие блиндажи-бараки со слабым светом коптилок. Встретила родственников тетя Учур удивленным причитанием. Если в первом варианте Учур славит Будду, то во втором случае вновь наблюдаем смешение сакральных элементов – Бог и Бурханы. Возвращение завершилось приготовлением картошки в мундире, которую ели голодные дети тети Кати и тети Учур, и среди них больная дочь тети Учур, которая вскоре умерла. Послесловие также вводит публицистический компонент повествования Илюмжинова. Здесь Илюмжинов подчеркивает характерную особенность калмыцкого народа в годы ссылки. Как правило, общую готовность прийти на помощь, приютить, спасти, хотя бывали случаи, когда клеветали на земляков, и они попадали в тюрьмы, лагеря, в том числе по обвинению в антисоветской деятельности. Упоминание об отце, прибывшем на Азульский рудник в марте 1946 года, прошедшем солдатский путь от Сальских степей до Берлина, призвано, с одной стороны, показать историческую правду. Защитники Родины разделили семьями ссылку. С другой – доказать историческую несправедливость в отношении целого народа и не только калмыцкого в период сталинских репрессий. Заканчивается авторское послесловие тем, что, цитирую, «сердце каждого калмыка постоянно терзала неизбывная тоска по родной Калмыкии».
Таким образом, два варианта на Мозульском руднике включают авторские отступления, публицистические размышления, размывающие жанровые дефиниции текста, стилистическое повествование неоднородно, в журнальном варианте страдает стилевыми погрешностями и неточностями. В строгом смысле, на наш взгляд, этот текст трудно соотнести с жанром рассказа, он ближе к очерку или биографическим запискам. По словам Светланы Васильенко, на Мозульском руднике правдивый художественный документ, который обличает государственную репрессивную машину, направленную на то, чтобы отнять у народа живую память, оборвать кровную связь поколения. Благодарю за внимание. Спасибо большое за интересный доклад, Римма Михайловна. Да, мы очень рады, что Элиста в вашем лице приняла участие в нашей конференции. У нас еще осталось два докладчика. Значит, выступает кандидат филологических наук, специалист Института развития национальной школы, город Кызыл, Хирел Алима Хиндзик-Оловна. Тема ее доклада «Жанровые искания в драматургии Кокола». Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно, да? Нормально? Да, очень звук, хорошо. Ага. Я приветствую всех участников сегодняшней конференции. Очень кратко изложу свой доклад. Жанровые искания в драматургии Виктора Гогола. Виктор Шакжапович Гогол – это один из основоположников тувинской литературы, сыграл значительную роль в развитии тувинской литературы. Его произведения заслуженно считаются классикой тувинской драматургии, а спектакли по его пьесам до сих пор не сходят со сцены Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва, который носит его имя. Жанровое решение современной проблематики в пьесах Виктора Гогола 1960-х годов утверждается, что особенно значительной для тувинской драматургии представляется роль Виктора Гогола в освоении различных драматических жанров. В 1950-е годы в творчестве Гогола происходило дальнейшее освоение реалистических завоеваний предыдущих лет в пьесах на современном тувинском алфавите. Этот процесс затянулся для драматурга, и лишь в 1959 году на сцене театра была поставлена его пьеса «Ах, Чаражин, ах, красавица» в жанре лирической комедии. В доработанном и расширенном виде пьеса в 3 действиях была опубликована в 1965 году. Виктор Гогол творчески использовал жанровые особенности лирической комедии юмористического характера, в которой не было антагонизма в изображении характеров. В пьесе «Ах, красавица» он полагался и на собственный опыт 1930-х годов, прежде всего опыт в жанре сатирической одноактной пьесы Чалымхая с элементом драмы, наполненной мягким юмором. В новой пьесе также заметен этот мягкий юмор, объясняемый и ориентацией на такие особенности национального характера, как вкус к игре, театральность и в поведении. Но если в основе Чалымхая, отвесная скала, да, переводится, содержится серьезный конфликт, связанный с болезнями духовного роста простых аратов в социальных ситуациях новой жизни, то в пьесе «Ах, красавица» главенствует лирическая окрашенность образов, отсутствие сатирических сказок, поэтичность стиля в действии сведено водевильным положением, которые благополучно разрешаются в финале. И хотя пьеса не избежала упреков бесконфликтности, несомненно, ее новаторская роль в жанровом обновлении тувинской драматургии и в поиске новых форм театрального воплощения современной действительности. В постановке театра пьеса приобрела вид музыкальной комедии, где веселые мелодии, танцевальный ритм сопровождают основной сюжет. Приехавший из города журналист не смог сфотографировать
сфотографировать торопящуюся на дойку знатную доярку и смог только выпросить давние фото из семейного альбома, поскольку других снимков у той не имелось. Этот снимок на газетной полосе увидел студент, влюбился в изображении молодой доярки и на мотоцикле отправился познакомиться с нею, но пережил потрясение, когда увидел перед собой пожилую женщину. Та, засмеявшись, не успела объяснить молодому человеку причину метафоризма, потому что в дверях появилась его дочь, как две капли, похожие на то, что на газетном снимке. И обрадованный студент ахнул: «Ах, красавица!», после чего следует счастливая развязка. Таков был незамысловатый сюжет спектакля, который благодаря озорной для новой тувинской драматургии, интриге, доброму, исходящемуся смеху, а также этнографическим приметам быта тувинской деревни доставляла удовольствие зрителя, утоляла его жажду простодушия, доброты, радостной атмосферы, музыкально-развлекательного действия. Опубликованный вариант 1965 года представляет собой более проработанный сюжет, включающий более подробные воспроизведения эпизодов в рамках 3 действий. Появляются новые персонажи. В первом действии это муж героини, доярки, ее старшая дочь со своим женихом. Во втором действии, происходящем в московском студенческом общежитии, друг героя-студента и эпизодический персонаж библиотекарь. И, наконец, в третьем действии, где происходит встреча 2 друзей, выпускников сельскохозяйственного института, начавших работать агрономом и ветеринарным врачом в том колхозе, где проживает семья героини. Добавить ее младшая дочь, как 2 капли воды, да, похожая на свою мать. И долгожданная встреча, сначала принесшая разочарование, обернется надеждой на будущую любовь. Таков финал иного варианта пьесы. Виктор Когол, еще раз я подчеркиваю, это один из основоположников и один из ведущих драматургов тувинской литературы, да, и юмористическая коллизия Виктора Когола постепенно преображается, уступает место лирическому действию, и пьеса приобретает вид лирической драмы. Но благодаря доминанте юмору пьеса Виктора Когола не предстает быть лирической комедией, творчески разработанной, имеющей несомненную новизну для национальной литературы. Рядом с любовной коллизией драматург выводит другую, так как важной ценностью для него и его героев является дружба, и объединившая их во время учебы в столице разлука с родиной. Да. Жизнерадостность героев только подчеркивает эти высокие чувства, поэтическое их звучание. Герои пьесы по замыслу Виктора Когола должны пройти путь, чтобы узнать подлинную цену чувству любви, будь то любовь к женщине или любовь к родине. Кроме того, Виктор Когол не спешит уходить от возможностей, да, фольклорной поэтики, чтобы преодолеть идиллическое изображение советской действительности. Ведь сюжет пьесы мог быть невеян мотивами тувинской волшебной сказки «Балыкчы Пагайол», как «Рыбак Пагайол», где герой, влюбленный в свою невесту, носит его фотографию даже на рыбалку. Естественно, она не дает ему полноценно рыбачить, и герой больше смотрит на фото невесты. И вдруг поднявшийся ветер уносит фото любимой. Имеющаяся перекличка с традициями народной смеховой культуры в пьесе «Ах, красавица» оттеняет и обогащает реалистическое изображение современной тувинской жизни. Тема современности становится для Виктора Когола ведущей. То есть это примечательно в этом отношении пьесы в 4 картинах «Золотой цветок»,
написанная для детей в 1960 году и до сих пор не опубликованная. Рукописный вариант пьесы хранится в Государственном архиве Республики Тыва. Она оригинальна для тувинской драматургии в жанровом отношении и представляет, наверное, первый удачный опыт пьесы сказки для детей. Главная героиня пьесы по имени Алтын Чечек, то есть «Золотой цветок», живет вместе с 90-летним дедушкой, хотя имеет родителей и брата с сестрой. Но отец Карамюгы с матерью Энерма не занимаются воспитанием детей. А брат Чудекпен и сестра Шанчалай позволяют себе шалости, отличающиеся недетской жестокостью и злорадством. Так, например, они могут дискредитировать, опорочить свою старшую сестру перед учительницей, поскольку им надоело, что им всегда ставят ее пример. Наряду с этими героями в пьесе появляются зооморфные персонажи. Это друзья главной героини, золотой и серебристый мотыльки. Их мать золотая принцесса Алтын Даңғына, которой противостоит чудовище, зооморфное существо Маңғыс Қадай, а также птица Галка. Взаимодействие реальных и фольклорно-сказочных персонажей происходит довольно естественно. Предельно заземленные бытовые ситуации, например, брат и сестра из зависти посыпают солью собранную героиню ягоду, портят его учебник, ставя его под чайник и измазывая сажей, сменяются чудесными сказочными событиями, которые видит во время сна Алтын Чечек. Зыбкое состояние сна девочки вовсе не позволяет относиться к чудесам, к реальным, поскольку... Извините, раскрывает сущность добра и зла. Таким образом, жанровые законы развития драмы приводят сюжет пьесы, несмотря на все страдания и огорчения Алтын Чечек, к счастливому концу, когда зло выявлено, наказано благодаря тому, что автор вовлекает в борьбу за добро на земле детей, которым, по его мнению, важно как можно раньше уметь распознать, что есть зло и добро. Поиски Виктора Гогола в этом направлении могли бы стать одной из благотворных возможностей для тувинской драматургии. Какими стали его пьесы на современную тему, решенные в жанрах лирической комедии, пьесы, сказки. Именно в поисках новых жанровых форм по-настоящему раскрылось дарование драматурга в 1960-е годы и отразились лучшие качества его пьес: тонкий юмор, верность народной эстетике, мастерство построения лирико-драматического действия, поэтичность языка. Огромное вам спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, следующий, и завершает работу нашей секции сегодня, доклад аспирантки Саяна Жимбиевича. Выступает кандидат филологических наук, специалист Центра бурятского языка БГУ имени Доржи Банзарова-Забанова Аюна Александровна. Ее доклад называется «Концепт сычхы душа. Поэзии Узытуева, Тапхаева, Роднаева и Дондоре». Пожалуйста, Аюна Александровна. Амарсен. Рада приветствовать всех участников конференции. Я тоже очень кратко. Обращение к изучению художественных концептов бурятской лирики представляет возможность для уточнения национальной специфики языковой картины мира. Концепт душа является одним из универсальных, поскольку имеет место во всех культурах. В бурятской лирике, как отмечает исследователь Татьяна Нарполовна Очирова, в 60-70-х годах поэтически оформляется новая тенденция – погруженность в мир окружающий, переход от внешней описательности к внутренней содержательности. Анализ авторского замысла, семантика ассоциативных полей, концептуальной области слова «сычхыл душа» позволяет выявить обращение поэтов к внутреннему состоянию, рассмотреть особенности медитативной лирики указанного периода.
В работе представлены поэтические произведения, изданные с 1965 по 1984 год. Это произведения Данды Кулзутуева, Лапсона Тапхаева, Галины Роднаевой, Цырындулмы Дандыгы и других наиболее ярких представителей этого периода. Как и в мировой художественной литературе, концепция тхыл-душа в бурятской поэзии имеет физиоморфную модель и интерпретируется через концепт «любовь». Очень четко это прослеживается в женской лирике. Так, например, в цикле стихотворений «Цырындулмы Дандыгы Багыл Шамтухайдулынып» «Снова пою о тебе», состоящим из 7 стихотворений, лексическая репрезентация слова «сытхыл» душа встречается 6 раз. Синонимическое слово «зурхун» сердце, которое является контекстуальным синонимом концепта «сытхыл», встречается 5 раз, образуя единую концептуальную область. Рецептивной составляющей концепта «сытхыл» душа в этом цикле являются болевые ощущения «сытхылым химылны» грызет мою душу. Метафорическая модель «сытхыл гал» душа – огонь, свойственная поэзии Галины Роднаевой. Например, «Дулытыхын сытхылэ гарвэны пьерэдым», «Пылающую душу протягиваю, мое будущее». Концепт душа репрезентируется посредством признаков стихии огня. В поэзии Лапсын Тапхаева концепт сытхыл заменяется синонимическим «досохи», буквально означающий внутренности. Внутреннее маркирует также общечеловеческий концепт «любовь». Интересна, на наш взгляд, авторская интерпретация темы творчества через лексико-семантическое поле концепта «сытхыл душа» в поэзии Жоржа Юбухаева. Так мы видим образы бабушки и дедушки, переданные в национальных традициях, которые раскрывают нравственно-этические нормы через индивидуальное авторское восприятие. В строках «Ургым ожым сытхылде, ульгыр одык табай техембе, дару намгын сытхыле, дуга жыргылгын теви техембе». На широкой просторной душе был у меня дедушка, что пробовал испить сказания. В спокойной терпеливой душе была у меня бабушка, что песни звенела. Здесь с фольклорной традицией получает новые смыслы в данном поэтическом тексте, новые грани национально-культурной образности. Для бурятской лирики характерно натурфилософское восприятие мира. Наглядно мы можем проследить на примере поэзии Данды Кулзутуева. Так, в стихотворении «Сытхыл» душа человека связана с миром природы и понимается через нее. «Хуне сытхыл огын, хуне сытхыл дулын, хуне сытхыл шулун, хуне сытхыл ургын, ухы мунха агар». Душа человека – вода, душа человека – пламень, душа человека – камень, душа человека – земля, вечный синий воздух. Автор называет читателя к природным первостихиям: вода, огонь, земля, воздух, которые лежат в основе буддийского миропонимания. Ритмическая же организация стихотворения отсылает к глубинным основам шаманского мировоззрения. Устойчивыми в языковой картине мира бурят являются такие сочетания, как «сытхыл ганан», «сытхыл ганыл», «сытхыл зурхын» и другие эпитеты «урин сытхыл», «энерхи сытхыл», «саган сытхыл», «арюн сытхыл», «нимгын сытхыл», «байын сытхыл». Устойчивой является глагольная лексика «сытхыл дерха», «сытхыл жигныкдыха», «сытхыл буляха». В поэтических произведениях частотность персонификации понятия «сытхыл» высока, например, «сытхыл уерна», «сытхыл сысыглышева». Глубоким национально-художественным образом является устойчивое выражение «сытхыл загаха», буквально значение слова «загаха» – исправлять, поправлять, приводить в порядок. В бурятском языке оно применяется по отношению к нематериальному и несет глубинные национально-культурные смыслы. Концепт сытхыл бурятской лирики – это не только сфера переживаний, желаний, но и сфера мыслительных процессов, основополагающая неотъемлемо. Таково, например, сочетание сытхылы айор, весьма характерное для бурятской поэзии. Буквальный перевод означает «со дна души», «дно души». Однако данное словосочетание необходимо понимать как глубина души и самое ценное. Это словосочетание мы относим к понятийному полю, актуализирующему бурятской поэзии особо важное – то, к чему необходимо относиться с особым трепетом. Концептуальная область сытхыл душа в пейзажной, любовной и философской лирике раскрывает натурфилософские, буддийские, шаманские, религиозные представления. Следует отметить, что бурятская поэзия таким образом запечатлевает общечеловеческий концепт сытхыл душа под углом своего национального мировидения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Аюна Александровна. Дорогие участники конференции нашей секции, мы с вами прослушали 20 докладов,
Я думаю, что вся сибирская литература в ее многообразии, и разные национальные литературы, и тувинская, и якутская, и бурятская, ханты, манси, литература народов Севера, ненецкая, монгольская литература, калмыцкая литература, да, вот соединяя нас, пришел к нам монгольский мир. Мы очень рады, что работа конференции заставляет нас задуматься, ставить перед собой новые задачи. Хочу сказать, что по литературе народов России, к сожалению, на сегодняшний день не так уж много конференций, и вот собираться в таком формате было бы очень нам всем полезно, и вот желаю всем нам дальнейшего сотрудничества в этом плане. Спасибо большое. Слово предоставляется Ларисе Цумжитовне-Халхаровой, организатору конференции. Лариса Цумжитовна, включите микрофон. Я слышу. Ага. Я себя не вижу никак. Просто так буду говорить. Ладно, я просто не вижу себя, поэтому ничего страшного, наверное. Уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей секции, посвященной литературам народов Сибири, я хочу от имени организаторов, от нашей кафедры, наша кафедра называлась раньше кафедра бурятской литературы, теперь она называется кафедра бурятской и ивенкийской филологии, от имени кафедры организатора большое спасибо за то, что вы нашли время, написали свои статьи, отправили свои заявки, и целый день сегодня, вот 10 декабря, с нами вместе с 10 часов утра. Кто-то очень рано встал, поскольку мы начали нашу конференцию по местному лондонскому времени. География наших участников получилась достаточно широкая, участвовали представители из Монголии, из Улан-Батора, из города Чойбалсана. Далее, конечно, наши соседи, регионы Якутия, Тува, Новосибирск, Москва, Иркутск. Это очень здорово, что, несмотря ни на что, мы собрались на этой площадке Zoom и обсудили проблемы, которые касаются литературы народов Сибири. Доклады были все действительно очень интересные, они как-то все соприкасались. Например, образ волка в работе непомнящих, в докладе ученого из города Чойбалсан и так далее. То есть тематические и вот те проблемы, те идеи, которые были высказаны в этих докладах, так или иначе они были связаны с тем, что мы все свои работы посвятили действительно нашим литературам, родным литературам. Было очень интересно послушать доклады наших коллег из Якутии, из Тувы. Благодаря работам нашего уважаемого коллеги, нашего уважаемого учителя, профессора Саян Джембиевича Балданова, мы имеем возможность, значит, получить представление о том, что происходит в национальных литературах России, в национальных литературах Сибири. Что касается публикации статей, многие отправили статьи уже согласно по требованиям. Значит, сборник мы не успеем выпустить до конца этого года. Сборник будет опубликован, сборник научных статей, посвященных, значит, мы будем публиковать не как материалы, а как сборник научных статей по материалам конференции в начале, наверное, будущего года, 2021 года. Те, которые еще не отправили статьи, пожалуйста, дедлайн до 30 декабря. Ну, скорее всего, после Нового года мы будем заниматься редакцией сборника, готовить его к изданию. Конференция у нас продолжается. Вот сегодня пленарное заседание прошло, секционное наше, вот главная секция наша, да. Завтра в 2 часа местного времени лондонского будут работать 2 секции. Это языки и фольклор народов Сибири и литературное образование
проблемы и перспективы. Там тоже в каждой секции заявлено более 30 человек. И вот мы сейчас сидели, организаторы думали о том, что с одной стороны, вот на платформе Zoom, конечно, сложно, если бы не технические моменты, все бы прошло бы идеально. А с другой стороны, вот возможность нам хоть таким образом видеть ваши лица, общаться с вами, слушать вас, это действительно очень здорово. Хочу пожелать всем самое главное здоровья, творческих успехов, новых научных идей на педагогическом, научном поприще. Может быть, еще кто-то будет говорить. Свободный микрофон, да, наверное, люди все устали. Спасибо вам большое. Все в нашей секции участниками 47 человек, значит, зафиксировано. Сейчас участников 32 человека. То есть настоящая выдержка у настоящих ученых сидеть в зуме целый день. Спасибо большое всем. Ирина Владимировна. Эрла, до свидания всем. Ну, давайте тогда попрощаемся. До свидания всем. Удачи. Не хотим расставаться. Не хотим расставаться. Может быть, кто-то что-то еще хочет сказать, пожалуйста, пока у нас есть... Спасибо, Байтла. Лариса Мжитовна, Ирина Владимировна, Екабайри Хурганопте. Мне ее характно, ой, правда. Еха гунзге отхатай, еха ханин, еха има алым тәһе алым зансогларат, има ханин докладу ты шарамзу байхата, еха гайы байга, еха ханин байга. Большое вам спасибо. Ханда Гунсуновна Цыденова. Вот я не смогла, немножко опоздала, простите меня. Ханда Гунсуновна заявлена у нас 3-й секции, завтра будет ее доклад. Она тоже благодарит всех за интересные доклады и говорит слова признательности организаторам. Да. Спасибо большое, Байтла. Молодцы. Ага. Огромное вам спасибо, коллеги. Лариса Цымжитовна. Спасибо, очень рада. Ага. Очень рада вас видеть. Хотя и в зуме, но здорово, что... Большой привет Дантиновой Марии Николаевне. Да, все прочитала по чату. Ага, спасибо большое. Ага. Я очень рада. Ага. Спасибо большое, Ирина Владимировна, главный наш ведущий нашей секции. Все хорошо поработали, все, наверное, очень сильно устали. Но мы будем на связи, адреса, ссылки, мейлы друг друга все прекрасно знаем. Если у вас какие-то мероприятия будут тоже связаны с литературой народов Сибири, приглашайте, будем с удовольствием участвовать. Вообще не устали, Лариса Мжитовна. Лариса Мжитовна, алло. Санум Цыденович. Ага, sen beni boltuni yamarşıldı, bugudu boltuni yetne, ini yıkanera ramarşıldı, mane boryat literatürde, Sibirin literatürde yıkanera oljuvenle, mane bakşı iliti irdintin profesör Sayan Cembiyeçenge nayın tabancılı öy bayreyi iyice alara soğlarad, alara horulduş bekti yıkı hanım beyne. Bir ilitxilnudu yıkan xaraltağar için hem hul boltır şağanıbım, yıkı zaştıxın ilitxilnudu bolubu, yıkı hanım yomnud der, yıkı hanım zuyulnud der kudulcu beytek irdimtid beynegi ruhu elgırı şağanıbı ve konseptunu tuxayli ilitxilnudu yıtan yıkı hanım xaltağar şağanay ve Voltu bugün dütne zakâhe amjaltı xusunu bir saşıda igadla onturştu uygorla turulardanğa Орон захиалы ешинжилжи, Ормотева Ертея Вилда. Всем выражаю благодарность, уважаемые коллеги, большое спасибо. С огромным, большим интересом слушал буквально все доклады. И
был очень рад, что и якутская литература, и тувинская литература, и калмыцкая литература, и литература ханти-манти, все изучаются, все продолжают изучаться. Вот это очень было приятно, что не забывается язык родной, не забывается родная литература, не забываются обычаи, традиции наших народов. Всем желаю больших творческих успехов, желаю всем здоровья в это сложное время, берегите себя, своих родных. Организаторам большое спасибо. Всего доброго, до свидания. Санум Дзеевич, спасибо большое. Я еще один момент забыла сказать. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, кому нужны сертификаты участника? Мы всем можем отправить сертификаты участников. Хорошо. Электронные сертификаты, подписанные министром и подписанные ректором. Потому что для ученых людей, для научных работников обычно к концу года начинается подсчет баллов, рейтинг и так далее. Наверное, это будет очень нужно. Да, для наших баллов, наверное, надо. Да. Сертификаты немножко позже мы отправим. Как конференция закончится, мы все это заполним, отправим, поэтому имейте в виду, что мы еще вам будем писать. Лариса Мжитовна, запись Бехову. Запись ведется в Ютубе, и в Ютубе запись можно, она идет одновременно, и ее можно потом посмотреть в любое время. То есть по той же ссылке, которую я отправила в программе. Хорошо, спасибо. 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 Выходим, да? Уходим, не хотим. Байырте, байырла. Байырте, дахин олсытра, байырте. До свидания, Байырте. Байырте.